Да знаю я, что нет звука. Знаю. Ну что, ребят, здравствуйте. Я здесь, я тут. Как говорил Гера Либерман из ДМБ, я здесь, я там, я всегда. Мы снова здесь, и сегодня третий, крайний день наших мучений. Ну что? Так, кого вижу? Я вижу Серегу Винника, я вижу Даню, я вижу Никитоса, Чеол. Здравствуйте, товарищи. Ну что, ждем 7 минут и начинаем. Так, опять загадочный. Что загадочный? О, Санек, здорово. Так, здорово всем. Сегодня Гусь Василий, привет. Владян, привет. Так, Тимон. Нет, не Тимон. Блин. Сорян, чувак, хранитель Луны. Первое слово не вижу, слишком смазанный шрифт в этом, в Рутоне чате. Здравствуй. Так, блин, пошли. Пошел. Так, привет, хорошего стрима, спасибо. Где музон? За музон мне вчера авторские влепили, сегодня без музона. Вот уж я не ожидал, что в 40-минутной подборке No Name Retro Wave мне влепят авторские. Значит, не все там было прям No Name. Ой, товарищи, ну что, сегодня очередная порция экскрементов от Gains Software. Я уже начал писать текст к обзорному видосу по всему действу. Так что ждите. Пока ключ обзора видится мне больше негативный, нежели позитивным, потому что ничего из того, что я ждал, пока не показали. Вернее как, показали то, чего я ждал. Вернее как, показали то, чего я ожидал, а вот того, чего я с трепетом ждал, пока не показали. Ну, в общем, давайте посмотрим, как будет сегодня. Так, мне в ВК кто-то пишет. Расстрелять. Так. Так, мне интерфейс нравился в FS22. Ну, такое, я на такие вещи не смотрю особо. Роман Сильченко, привет, помнишь меня? Да, помню. Последний раз я был у тебя на стриме по Новгородовке. Помню, Ром. Фамилия запомнилась. Рад твоему возвращению. Вообще, несмотря на все перипетии нашего канала, творческие процессы, все такое прочее, очень много людей со мной осталось, несмотря ни на что. Даже если и не оставались во время моих попыток перепрофилирования канала, то во всяком случае вы здесь сейчас, и это тоже не может не радовать. Так, сегодня будет... Я перещелкивал свои прошлые стримы и наткнулся на такую фигню, что слишком сильно все-таки мой голос забивается речью с видосов. Так что будем так, NetGame. Что будет, то будет. Мы-то народ русский. Ну да, половина русских. Да, схаваем. Дисковка и культивация все-таки будут отличаться. Текстуры при дисковке. Сорняков меньше будет. Будут отличаться текстуры и при дисковке сорняков во время первого анонса. И там шел не дискатор, а стерневой культиватор. И текстурка была та же самая. Поэтому ох, не факт, Леха, ох, не факт. Так, пойду Байкала налью, давай. А нам чё? А нам и нормально. Мы же русские люди. Ну, типа того, да. Так. 3 минуты ждем. И крайний день наших мучений. Музончик качает. Круто. Я всегда с тобой буду, просто мне не понравилось тот стрим, где ты играл с друзьями. Маты или там только
Меня выбесило это. Блин, маты или там только. Мигал время. Чего? Короче, меня выбесило все это, я ушел, но понял, что мне. Ну вот, видишь. Да. И твою позицию, кстати, приняли тоже довольно много людей. Перевод смотрел. Ух ты. То есть все-таки будут отличаться. Здорово, Лех. Многим, Ром, не понравилось это, поэтому я, в принципе, от этого и отказался. Тебе надо назвать... Будет ролик про Гайнс. Чего? Про Гайнсов. Да не бомбит у меня, ну типа того, да. Я один люблю такой лимонад без газов. Ой, фу, наверное, один Никитос. Я терпеть не могу выдохшийся лимонад. Допиваю через силу. Всегда. Вот, да. Значит, текстурки после дискования и культивации все-таки будут разные. То есть ты хочешь сейчас сказать, что наконец-то дискаторы и культиваторы разделены? Ядрёна кочерышка-то на самом деле в таком случае. Это без всяких шуток, это значительно. Я даже больше скажу, тогда это 100% покупка фарминга, это предзаказ. Ну, понятно, что мне и раньше, мне его в любом случае нужно было бы предзаказывать. Но вот сейчас, блин, Лех, ну, ё-моё. Я сошлюсь на твои слова в обзорном ролике, но заход за весь процесс показа, что скриншотов, что геймплея, и вчера в частности... Блин, ну это было совсем не очевидно. А у меня встречный вопрос. Если дискатор и культиватор теперь разделены, почему они это не показали? Почему они не загнали дискатор, сделали проходку, а потом не загнали рядом на проходку по той же стерне культиватор и не сделали еще одну? Чтобы мы воочию в этом убедились. А я скажу почему. Потому что это такое скотское отношение к представлению собственной же игры. Вот так вот. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Welcome to day 3 of Farmcon-2021. Today we have a jam-packed schedule and we'll show you more about Farming Simulator 22's build mode, Блин, я не слышу ни sound черта. updates before warming up for the Farming Simulator League tournament at the weekend with a real live bale stacking challenge organized by our partners from the Stark magazine. We also went through the many questions you У sent меня us такое after the ощущение, show что yesterday начинается очень evening, скучная пара and в we'll answer the most институте. common of Вот them клянусь. later Зашел today. препод в аудитории, ты In the такой, meantime, you can also блин, chat with us on our полтора Discord channel, часа, just like the days before. сука. Stick Реально вот around такое after the ощущение. show, as we Отвечаю. will have some giants folks Просто enter the начинается server to нечто chat with you. нудотное. If you Прям watch this on писец. Twitch, you can take part in raffles throughout the show. Keep an eye on the Twitch chat to win keys for Farming Simulator 22 on PC, which winners will be able to redeem from the Giants eShop via our website on launch day, November 22nd. You can also win vouchers for a dedicated ПК, FS19 ключи, server фарминг, hosted and симулятор. sponsored Так, by надо Nitrado. следить за чатиком, So ребятки. let's talk about Farming Simulator 22. О, new нет, feature чат we так want to бежит, show я you никогда в today is the жизни. build mode. Или они где-то в Already закрепленных featured будут in previous появляться. Farming Simulator games, we have made improvements which make it easier for Ладно, в players жопу. to create their Оставляю own это unique вам, farm сами разбирайтесь. layout. У меня, во-первых, In тут Farming окошко Simulator чата 22 вашего, we've во-вторых, made it оно even мне. more accessible Я for уже готов everyone, тратить бабки. and my colleague Jos will now tell you all about it. Hi, it's me again, Jos, gameplay developer at Giant Software. I'm here to introduce you to the build mode in Farming Simulator 22. The build mode combines the landscaping and the placement of buildings into one big screen. This allowed us to change the usability, to make it much easier to work with both БГА можно and будет to add new ставить. features to the game. When creating the build mode, Какая we wanted to focus неожиданность, on правда, the ребят? feedback we got Мы же from никогда не previously. строили The biggest БГА, issue сука, на were картах. the input controls. They were too complicated and it was too hard to do what you wanted to do in the game. So we revamped all the controls Уже and зеваю. changed Я how такая landscaping же works with фигня. new tools. We wanted to allow players to use their creativity to make the Корпус для yards the way they ПК. want with new content. That's why we added hundreds of new placeables.
I talked about creativity, but before I talk about buildings, I'm gonna move over because it's too Все hot те here. же лица. Ну да, я бы даже сказал рожи. Much better. Let's talk about hulls. Rudolf Herrmann has provided us with many new hulls of different sizes and functionalities. Some come with solar panels and others with vehicle service points. And they even have different colors. We also have many new storage buildings. Цвета можно выбирать. Ядрёна, мать, ничего себе. They give storage for seeds, fertilizer, crops and fuel. For the first time ever, we also have branded BGAs from Plan ET. Every map comes with a big static BGA, but you can also build your own using the modular parts. We also have many new animal pens. Some come with buildings from Rudolf Herrmann, and some are just a pen. They come in many different sizes and are much easier to place than before. Слушайте, а может быть все онлайн-события настолько скучные, вот эти вот коны всякие, да? Был же там Nintendo что-то там, всякие там, я не знаю, какие еще у нас игровые события, BlizzCon тот же. Вот они все вот так уныло проходят. Ребят, кто смотрит за другими играми? О, заборчики можно будет строить, загоны для животных. And of course, you can also find the new production chains in the build mode. Let's talk about something else, the big usability changes we made. The biggest changes in the build mode are the inputs, with the controls, the buttons and the keys. We have removed many of them and simplified the way you put down buildings. Добавили заборы и гаражи, круто и необычно. Так неожиданно и приятно. Many keys, so you don't have to remind them all. Every input is context sensitive. So you're not able to rotate buildings that cannot be rotated or rotate fences that rotate themselves. Я же против заборчиков что-то имею. Не, We заборчики. added new tools to flatten your terrain and add slopes you control. And on the engine side, we made it much easier to control Нету adding and removing ground so Ubisoft. that it is easier to make a yard that looks good. Finally, let's Что talk и about требовалось modding. доказать. We've made big changes in the system that allows for composition of all these features together in one building or in separate buildings. You will be able to make a shed that is a service point and has animals, or has a manure heap and service point. Да, заборы это вообще топ. Не, ну, кстати, если прям кроме шуток, то это может быть действительно неплохо, потому что раньше эта механика устанавливалась как отдельный объект, и вы все помните, если мы захотим огородить предприятие заводом, да, то у нас в меню нашей собственности заборных секций миллиард. Так что если они это выделят в отдельный инструмент, мододелам только останется заменить модельки заборов, и мы сможем бетонными плитами огораживать наше хозяйство. Так что это, да, это на самом деле нормально. Как сказать, кроме шуток. Это опять вы, а это опять я. Какая радость. Нет. I mean, we have the minimap in there. We have different tabs in there. Maybe we want to go over a few of them. Ну, смотрите, они прям сходу взяли геймплей показывать. Просто сходу. So you have different categories here. So the first is buildings. So you have the sheds, silos, and all that stuff here. Then you have production, so everything for the production chains. Yeah, as Marius explained. Фильтры появятся. Placeable selling stations, of course, all that kind of stuff. Yeah, and then you have the animals, so all the pens, von Rudolf Herrmann here. Then the next Да, step Никитос, would be походу. decorations. Денег мало, длинный шмель, ты в кибитка не ходи. Если вы понимаете, о чем я. The new fences we can see here, like there's this whole like dynamic system behind it that makes it super easy for us as a player, of course, to place these fences, but there was a lot of work that went into there. Yeah. That was one of Joss's personal projects. Сегодня уже 26 человек. Все меньшему и меньшему количеству народа это интересно. И я, черт подери, их понимаю. Cow has been replaced already. And if you're a player and say, okay, I have my stuff placed and everything, but I want to decorate a little bit or fence in the area, that is now easier than ever with this new fence system. Yeah, so I already placed here some fences to have it a bit separated, and also this hedge here. And gates as well. Gates as well. It's not only fences, but you can place gates, of course, that are interactive. Yeah, so you can open Можете them and строить close them. заборчики и And ворота. just place here a fence, so you can just click with the mouse, have multiple points, and
and then if you click on the right mouse button, you finish the fence. So now we would have placed Beautiful, it. Stefan. Что-то Yeah. Виталия не видно. Beautiful. Это Виталий уже в отрубе, наверное, у него That's же a это nice thing. самое. You can, like, Плюс 4, build, что ли, часа, что-то to такое. whatever your heart's content, Yeah, basically. so I'm a really creative guy, you see. But if you don't like it, you can also remove it. Yeah, So we you have get our here that demolish function, button. and then you can easily remove everything. If you misclicked something, it's Yeah. just easy click. Вы to get можете something строить back, and then заборчики, а you're потом вы можете Exactly. удалять Yeah, заборчики. And Вот you can also прикиньте, just Ребзи, remove buildings. это So же if you просто click here, чума. I don't want to remove it Можно because it удалять looks really nice. постройки. But it's also marked red. So if you click on it, it will just sell the building. So it's way more easy to sell the correct А building. ведь пиковый Yeah, if you онлайн в wanna первый get день rid на of a стриме silo был or a 70 shed, or человек. if you want to, like, let's say you А сейчас аж starting целых out your game 21. and you only have a small Чуметь. shed because you don't have enough money in the beginning. Yeah. And now you've made money, of course, then the question is, what am I gonna do? But Сами you can пошутили, easily сами just remove, посмеялись. Да, and да. if you remove buildings, you get part of that money back as well, of course. And then Exactly. just build the next shed level, basically, if you would like it. Yeah, so you can just here, for example, nice Herman bed. But yeah, maybe you don't like it here at that position. You can just Click on the demolish button Then and just sell it, basically. yeah. Я думал, он And- сейчас Oh, инструмент look at перемещения that. This is какой-нибудь like a perfect покажет. example. You built something, you've poured the concrete, the shed is gone. А, Oh, и what are we gonna do обосрались, now? да, So обосрались. Yeah, maybe you just seed some grass there. So it's the, Чуваки, also они the great thing about обосрались. the new, construction screen is that you get everything in place. Yeah. So you don't need to change the Они screen to, обосрались, just go to the бетон painting or остался, sculpting. We've сука. had the landscaping feature before in FS19, but now it's А может и нет. basically directly Правильно, и мы placed можем within the build mode замазать menu, это just другой because it makes sense to have, текстуркой. to have it there. Yeah. Да вы, So сука, you can just серьезно, here, что ли? Да это put some реально не grass шутка, there, это вы на полном then серьезе, вы we get rid на of the серьезных concrete. щах все сейчас And we can вещаете. also just put some grass here. Exactly. Paint some grass there. О, гляньте, the prices are not О, у final, нас of теперь course. это растительность These are for высаживаем. demonstration purposes. We can also Блин. we have trees now as well Yeah. in the game. So Yeah. So if you want to like plant some of these, that's possible. Ну, ребят, Yes, до just свидули, я decorate it устал here a от bit more, бубнижа, so that очень it looks устал, more хватит beautiful. с меня. Давай, Yeah, Владян. there's also the power line. That's Yeah. maybe not А я буду the best мучиться. way to place that. That's a safety hazard. Чуваки, деревья That's дефолтные. how I see it. Деревья But you can дефолтные. also, Ну, кстати, just высадка paint, деревьев, это уже, plants, кстати, это уже so норм. small bushes and Хотя бы, or, хотя бы grass. модов теперь не надо. Yeah. Глянь, кустики Yeah. можно. То есть And можно of- прям оформлять уже Uh, нормально, as без always, if you дополнительных have модов. any Ну, черт questions, подери, это хоть regarding какой-то the build плюс. mode, there's going to be a Q&A always after our presentation, so you'll be able to get those in then. Yeah, I mean, is there anything else we want to show regarding the build mode? Yeah, I remember, for example, that now when you press escape, basically to go back your character, something that was very important for us because we noticed it while testing, is that wherever you're currently in the world, that's where the build mode should pop up. Yeah. На And провода also, деревья, ну, so чё you бы kind нет. of know that's why the mini map is in there actually, so you know that even while moving around in this build map menu with this new camera view, you're going to be somewhere completely different, but to find your way back to where you are and everything, to keep an overview of where you are in the world. That's why all Здорово, this stuff is Антоха. there. So it Да, was это important for кадры us из to новой have фермы. the player Это они нам not being показывают ripped out of the чумачечий whole редактор карт, immersion of которому where was I припилили currently, пока where's аж my farm, раз, looking around, два, not being able to 3 find their way. функции. So that's a reason, for example, why the map is there. Yeah. Лошадь с Yeah, and коровой you can опять also see the местами coordinates поменяли. here Ну, Yeah, это nicely не on the важно. map. So yeah, what else can we show? We also have the sculpting here. Yeah. So we can Exactly. also change the terrain here. Yeah, just like before, you can use your mouse or Yeah. also Помните, with the вчера gamepad to спрашивали, basically а будут ли use в it as a игре brush инструменты and терраформинга? create И the они terrain and такие, shape the да, world as you будут. you see fit. Вот они, Yeah, so the кушайте, controls are не really easy here, обляпайтесь. If you just sculpt Нет, it у меня here к a bit, самим you can инструментам just click with the претензий-то mouse on нет. painting Они and then инструменты как paint инструменты, like you но want, дело so в том, it's что really с
сука, a они lot как more бы и в easier прошлой than части getting тоже more были into it в вать all Машу. in one Yeah, place and it makes switching. exactly. You can. It's much easier now to spend Ah, hours боги. in this one Yeah. menu and Yeah. create, Здорово, change Димка. the map as you Yeah. want to. All right, I think I think. that's all we want to show for now. Yeah. And yeah, as И we said да! before, any questions can be answered now shortly in the Q&A. Это все, что мы вам хотели сейчас And показать. И we'll see да, what's next on the program then. Thank you again, Stefan, for being Oh, here. And I have another appointment, so I'm gonna be heading out, making my Да way иди уже already, and отсюда, gonna say ёперный goodbye. Bye. Talk about building up excitement. Our next topic to discuss are the new crops in Farming Simulator 22. Crops are always an exciting addition because not only do they often also come with new vehicles and tools, some of them are also very specific to certain regions in the world. As a kid, I've seen a lot of combine harvesters around the village I grew up in, but not a single grape harvester. I'm sure for some of you, they are a very common sight. And now you will also get to play with them in Farming Simulator 22. We have asked Kenny to tell you more about grapes, olives, and sorghum. I can't find him at the office though. Do you know where Kenny is? Should I call him? Sorry, take a while. Kenny. думаешь, New Антоха? crops in Farming Simulator Ну, 22. дай бог. Sorghum, grapes, and olives. But О, what makes these new crops so special? про новые Hi, культуры. I'm Ken Мгм. Burgess, the QA lead over at Giant Software, and today we're Винограднички, going to да? talk a little bit about the new crop types coming to Farming Simulator 22. Да вы and how we старые-то до brought ума them into the доведите, game. ёханый бабай. We have 3 distinct new crop types for Farming Simulator 22. Sorghum, which is a new grain type, and of course, grapes and olives. These grapes and olive vines can be then placed with our new build mode into the game. So you'll be able to place them in these beautiful rows and then use new machinery Ну, and equipment to есть take care такое, of them and конечно, но, harvest them. блин, We Даня. chose these 3 different crop types specifically because, first of all, sorghum Тут, понимаешь, is фон very имеет popular значение, among our что US-based players. все, что Very нам big in показывают, general нам in это American показывают agriculture. на And фоне grapes and olives, просто, on the я other не hand, знаю, ну, They bring something completely не new to блин. the game in the way that they're handled and harvested. It's just something that we're not used to in на фоне previous parts of the полутораметрового Farming дождя Simulator опять нам series это все entries. показывают. Also, they tie in very great with our new production chain system. Bringing new crop types into a game is always a real challenge, especially with something such Внедрить, complex так like что grapes and огурцов olives. 19 не We было? had to Не think было. about how are we going to implement these vines and a system behind it. New crop types means new gameplay experiences, new kind of scripts we have to come up with, and also, especially the whole vine system was we had to think about how are we going to be enable the player to place them in the game. Что And это и this was куда ты это actually a very попёр? big inspiration behind the whole build mode as we currently have it in Здорово, FS22, бригада. where you're able to place Здравствуйте, buildings, place Артем. vines, А, and тьфу, more. Тёма, ты Grapes and не увидел. olives, the whole Здорово. handling process, the harvesting, and the machinery Вот, used, смотрите, it's all a как very new, этот самый exciting gameplay виноградники. aspect of Красивенько, Farming кстати, Simulator выглядят. 22. Our vines in game have their own collision, so you will have to drive to them with a harvester and manually navigate it across these vines. It'll then shake off the olives and grapes, which you can then of course use to further process them or sell them directly. And you can use specialized sprayers that drive along these vines to protect or also fertilize your vines, of course. As you can see, the width between these vines is about 1 meter to 1 meter 50, and you will be using specialized cultivators that dig along this Мы area. That откосились. just О, привет, helps Арсен. generally to loosen Хорош. up the soil so these plants get more water Винище. and can grow better. Нет, сказали For же, вина grapes не in будет, только particular, сок if you виноградный want можно them to будет grow делать. back again, once you've done harvesting your first batch, you will have to cut back these leaves right here. And then in the next year, since you don't have to like place the vines again or anything, they will just grow back Ну naturally окей, Даня, пусть afterwards. будет так. You might be asking, what can you Привет, do with Жень. all these new crop types?
Well, let's start with olives, for Все example. ждем чуда. Я уже не Olives you жду. can use to either sell them directly at like a supermarket or a similar one of our new selling stations. Славик, or Марченко, you привет, can как bring сам. it to an oil mill if it Привет, belongs to Славик, you, все отлично. process it Вон, further видите, сок. into olive oil. Никакого вам вина. Then, of course, we have our grapes. Grapes can be either refined to grape juice, which is perfectly suitable for all ages, or you can further process them into raisins and then bring them to the cereal factory, for example. That will then continue producing them further. And of course, with sorghum, Прикольно, Арсен. sorghum is mostly handled similar to other grain types in the game. So you can sell it at different selling stations. You can use it to feed your Сразу animals, such пахать? as horses Не будете and ничего pigs. носить перед вспашкой? Or you can use it to bring it to the flour mill, which then in turn can be redistributed to the bakery, for example, to produce bread or cake, which then can be sold for much more gains. So to implement these new vines and also the machinery, we worked very closely with New Holland. That both helped us out tremendously with references for the new machines. They also played a very important advisory role in getting these vines and their design just right, so we can Ну, present it to you виноградоуборочная in a машина, very good конечно, way in the прикольная, что final и game. говорить. Of course, modding is a very important aspect for all of us here at Giants and also the farming simulator community as a whole. So when we set up this new system of vines and how they're placeable and how they all work in the game, we always kept modders in mind. So once the game launches, if you have an idea for a similar fruit that behaves in like a similar way, Чё you can такой of course грустный? use this new Тём, system to get нам that new смотреть вот это content вот into the 1,5 game часа. easily as well. Что тут хорошего? As you might know, we now have Ну, seasons дотину эту, implemented блин. directly into the game. Ну, сейчас хоть So, более-менее for the first интересно, time хоть ever, in что-то Farming было. Simulator 22, you will А, have опять this kind обратите of внимание, seasonal у нас нет growth яровых calendar, зерновых and you культур. always, have to be on the Заценили watch on масштаб? when to У нас только plant and when озимые. to harvest your fruits, such Трындец as вообще. grapes, olives, sorghum, and of course all other crops in the game. Не, мы This будем is ждать optional, of course, этих you can самых turn it off, наката but if you play with it нормального turned мода on, сезонов, а always не be это sure говно to keep an дефолтное. eye on your grapes. So, grapes, olives, or sorghum? What are you most looking forward to? You will be able to harvest these new crops in Farming Simulator 22, launching worldwide on November 22nd this year. Digital and retail box pre-orders are possible now, and if you do, you will also get the amazing Class Saddle Track Pack as a pre-order bonus. Нет, возможно, осенью внесем их, закультивируем. Так. Ну, тоже, в принципе, да, на обернутую почву. Под пивко норм идет. Завидую тебе, Жень. Обратили, кстати, внимание, что у нас пожнивные остатки как были говном, так говном и остались. От пропашных. Гляньте, стебельки сраные. Ля, бля, Помните, я как-то в анонсе говорил, что у нас будет из-под пропашных другая текстурка? It is important Нет, for us to не get your будет. feedback. Только что Our показали. Farming Simulator ambassadors help us to gather opinions and ideas from all across the world. Get in Да, touch with кстати, our Димка, community твоя if you правда. want to know Возможно, who is будет the такая же ambassador дрянь. in your region, or maybe you even want to become a part of the network. Let me Капец, introduce you нету to one яровых of them. зерновых. Да, Here да, is именно. 82 Square Studio from Spain. Ведущий похож на hello чувака с everybody. мема I would say welcome графоний. back to the channel, but not this time. Welcome Это что only еще to за Farmcon-2021. чудовище? And I would like to take these seconds, this short period that Giant gave us to thank you. But to thank you all, to thank the community, to thank Giants, because it's been a rough year. And in this rough year, for example, us, we were nowhere. We were nothing 1 year ago. And today, here we are, as an ambassador and as part of an amazing community. Thanks to Giants. Thanks to Giant Software. Thanks to Farming Да, Simulator. вот это And thanks to the thanks. community that Thanks makes so lot, big and this game an motherfuckers. amazing entertainment for our daily basis. So, from here, 82 Square Studio. Be nice, play nice. and Покажите enjoy. укуренного француза. See you guys. Да-да-да. Bye. So, a year ago at Farmcon 20,
Stefan Geiger already showed you something we have been working on for Ну, хоть Farming без Simulator бороды. 22. Погоди, Женек, Sound все впереди. improvements. Back then, he had to stay a bit technical because we didn't want to give away too much from Farming Simulator 22 yet, but now is the time to show you some examples. Christian, can you show us something? Sure, we can show you something. Hello, my name is Chris Caprani. I'm the sound designer here at Giant Software. What am I currently working on? Well, first of all, we're working on the new engine vehicle sounds using our custom engine synthesis tool. So what does the new vehicle audio system actually mean? Well, first of all, the system is completely new for Farming Simulator 22. The audio department has collaborated with the programming team here at Giants to create a bespoke software tool that allows us to apply dynamic audio processing to vehicle engine recordings. This results in vehicle sounds that transform in real time to the in-game environment. So whether you're driving on a flat surface, or you're driving uphill, or you're carrying a trailer that weighs a ton, you're going to hear many changes in the vehicle engine sound to reflect these various situations. The first addition to the new engine sounds is that the vehicle engine recordings and the vehicle exhaust recordings. Говорит, мы записывали работу техники в абсолютном типа множестве самых разнообразных режимов, и все это перенесли в игру, поэтому в зависимости от того, как будет передвигаться техника, по какому рельефу и какая будет нагрузка, типа вы будете слышать очень много разных звуков, то есть не просто, видимо, напряжен двигатель или нет, а прям всякие вещи, ходовая, может, еще что-нибудь. The first step in creating Всякие a realistic интересности. engine sound was to analyze the sounds of tractors that we have personally recorded. We compared the sound of the exhaust in two different states, offload and onload. Where offload is when the vehicle is stationary Под and the нагрузкой engine has или no без major нагрузки resistance, будет and идти. onload where the engine has a large amount of resistance, such as whilst pulling a cultivator to cultivate a field. By analyzing these two exhaust recordings, то есть имеется в виду не нагрузка веса, а именно сопротивление, то есть он говорит с навеской, какой будет идти, и прямо это будет слышно, отражено в двигателе. Посмотрим. Вторые подбородки, да-да-да, скрывают под бородой, точно. So, by applying the EQ profile to a normal exhaust recording, we can simulate an exhaust under a large load. But to make the engine load sound more dynamic, within the tool we have defined how much of the EQ profile or how little that can be used, depending on the load of the vehicle within game. At higher loads, whilst going up a steep hill, for example, we use the maximum EQ profile, whereas with no vehicle Релиза load, игра no дешевле EQ будет? is Нет, applied. нет, The load Игорь, function точно не between будет. these min А and если и max будет, то values очень-очень are не tuned to скоро. ensure that the engine sound has sensitivity towards varying loads. During the analysis of Также звук tractor при engines, торможении и we все also noticed остальные. other sonic changes that can occur when load is applied, one of which is volume oscillation. Especially На when рутрекере, ну operating да, at на higher рутрекере вообще RPMs бесплатно будет. and under a high load, the volume of an exhaust quickly moves up and down, giving it a spluttering effect that sounds really cool. This is also simulated within the new audio tool via a low-frequency oscillator that is synced to the RPM of the engine. Finally, we have added some distortion that is directly linked to the load parameters. This adds some nice sounding aggression to the vehicle. Ну-ну. Hopefully you can see how the vehicles in Farming Simulator 22 will have a lot of character and life in their sound design. Да, ради бога, Let's Игорь. take a listen to some examples in-game. Driving on a flat surface, we can hear the initial load of the engine because it has to use a lot of power to propel the vehicle forward. However, at maximum velocity and with the increased forward momentum, the engine has less resistance, so you hear very little load sound and much more of the transmission sound. Не, ну As we звук drive over прикольный, uneven terrain, конечно. we can hear the tone of the engine constantly shift as it adapts to the various changes in load. Звук сброса оборотов при переключении или будет? Не знаю, да.
When using a vehicle in a high load situation, the audio processing will have a much more dramatic effect on the engine sound. Так 3К и не надо отдавать, пока она стоит 2К. То есть у них два разных трактора с одинаковым звуком работают. Гудбосс, привет, Костян. Что-нибудь интересное показали в 2 словах? Я могу тебе одним словом ответить нет. Хотя он, да, не понравился терраформинг. Дворнички у нас работают со звуком теперь. По-моему, они так и не исправили звук в кабине. Звук, ты сидишь в кабине, камера, а звук все равно, как будто ты слушаешь двигатель снаружи. Высоких частот так же много, как если бы ты стоял рядом с трактором на улице. Меня это сейчас в игре бесит, и походу еще долго будет бесить. We have a new animation system whereby we can accurately synchronize sounds with the unique animations of the attachments. Finally, we've added some indoor vehicle perspective details, such as windscreen wiper, seat suspension, and gear change sounds. When we consider that each of these individual elements will be in a constant state of change, all whilst working together in unison, we can say with confidence that the vehicle sound design for Farming Simulator 22 is the most ambitious and realistic in the series Евгений, so far. Здравствуйте. Thank you, Christian. That was already super Смысл interesting, but дворников, Niels has если even в more to стекле show дождь us. не отображается. А вот спроси, Дань. Hi, О, I'm Господи. Nils, one of the audio dudes here at Giant Software. At the moment, I'm mainly working on the sounds for the attachments, meaning the animation sounds for machinery such as grubbers, sowers, trailers, and so Короче, on. ничего интересного, посмотрим стрим Today, I'm завтра. pleased to Сейчас be able не to могу show всем you a little of показывать, the мне new уже audio attachment system and спать, the походу, options it offers хочется. us. Да, от таких стримов, блин, что не In the то. real world, dumping, Давай, Костян, retracting, спокойной or ночи. tilting a trailer creates a huge range of different Чтобы sounds, были, such точно, as when a точно. trailer's tailgate opens. Что за челик? Какой-то Or челик. various Я hydraulic прослушал, кто sounds, это. Or what we call the metal impact sounds of metal hitting metal. О, у нас теперь будет шум закрываемых элементов в технике. We visited lots of farmers in the Красота. area and further afield, so that Согласен we по have поводу reference дворника. recordings that Ну let да. us know what each attachment sounds like. These reference sounds later serve us as templates for designing the sounds as realistically Твою and мать, только authentically as полчаса possible. прошло, сука. For FS22, our programmers have built us a really cool tool that allows us to trigger multiple sounds at any point during the animation. Я себя прям реально на That's why паре we've чувствую. designed a Вот lot of просто я individual сижу на sounds that, when played скучнейшей together, паре. create a completely new sound. With the new audio tool, we can essentially decide which sound should play at which time during an animation. Ну и нас тут коллективчик 30, 20 до 30 человек держится, прям как будто в группе сижу. Здорово, однокурснички. And the timeline corresponds to the duration of that animation. So when we start an animation, a green line moves along the timeline. We can then use coding to select a point in time on this timeline and set when which sound should play. For example, when starting a trailer's dumping animation, you hear the tailgates opening, the different metal impact sounds of metal hitting metal, and finally the hydraulic sound of the cylinder. In Кто order to не be able to побрился и trigger не the different sounds подстригся, for найс. extending or retracting А a trailer, зачем? the coding allows us to effectively enter a direction, Нахрена, чувак?
meaning that if the green line is moving from left to right in the positive direction, we can select one or more sounds that should play. And if the green line moves in the negative direction, meaning from right to left, a different sound should play. For example, when retracting the trailer, we hear what we call cylinder punches. These are sounds that the cylinder's smaller piston, which comprises several components, makes when it meets the next larger in size. Ну окей, звуки они поменяли. По крайней мере, гидравлика у них сейчас работает более натурально. На впуск и на выпуск давления в гидроцилиндрах все-таки разные звуки. Это уже хорошо. Правильно, покажите нам щечки этого парня. Я очень хотел бы на это посмотреть. Отличный ракурс. Зачем вы его убрали? Он просто замечательный. When you're driving a tractor or another vehicle, the engine isn't the only thing you hear. You also hear the rattling or shaking of different objects in the cabin, such as the seat, which is constantly moving, or the gear shift, which gently swings to the left and right when driving. In order to imitate these sounds, we've recorded a range of reference sounds in several cabins. Бреется тот, у кого много свободного времени, у них его нет целыми днями. Игру делают. Да, гусь Василий. Именно вот прям с языка снял. То есть никаких претензий. Ой, физика, вы видели физику? Ёп. Короче, физика, блин, как бы... Ой, физика. Она нет. Как говорил Равшан. That's it from us audio dudes. Back to Martin. Thank you, Niels. I'm sure you still have a lot of questions. Ну да, Никитос, коробка, скорее всего, ручная будет или опциональная, ручная или автоматическая. Я буду играть только на автоматической, я воробу видал. And now it's time for another Q&A session where we answer questions you have sent us yesterday after the show. We went through them early this morning and asked as many people as we could to get the answers. Here they are. Welcome. Опа, мать твою, как давно я вас не видел. Они сейчас будут опять отвечать на вопросы, чуваки. What we did is we filtered out all questions that were just doubled and 10 times and like 50 times. These are gone. There were a lot of in-depth questions about modding, about a lot of aspects of the game that we couldn't just get an answer in the shortness of time, right? I mean, you know, it's Friday already and we would have to chase down the developers to get these answers in. Impossible. So we nailed it down to like about 20 questions that we found. If your question wasn't in there, it doesn't mean that we don't want to answer it. Maybe we can't answer it because the time is not there. Maybe it wasn't mentioned often enough because we, of course, picked the questions that we've seen. 20 вопросов, чуваки, они выбрали. 20 вопросов. 20, сука. Have to nail it down to 20 questions. We have to go with the ones that most people want to like. Yeah, there definitely is some overlap going on. Absolutely is. So, we got it down to 20 questions, and you know it already. We're gonna ping pong a little bit, make sure that everyone answers the question. Of course, we have some developers chased down for a couple of your easier questions. Again, if you feel like there are more complicated questions you really need to ask, jump into the Q&A here in Discord, or try to ask it over the next weeks. We are still there. You can always contact the community team. Let's start. Как насчет того, чтобы их на фон поставить, а самому пойти в ферму играть? This is something, да ну, не надо. Я не буду слушать, что там происходит. So, yeah, the greenhouses are a little bit different this time around. We will have strawberries, tomatoes, and salad, basically. And these are going to be, as we've shown, part of the production chain system. So they will basically ладно, мать его, действительно полезли в ферму. And you can then further distribute them, sell them, whatever you want to do with the production chain system. Nice. And yeah, that was a question we combined. Like, there are a million questions about what's in the greenhouses, how do you use greenhouses, what's all in the this strawberries stuff. Box. You answered them all. Well done. Another one for you, Lars. Is there no season pass for FS22? We've seen that question a lot, that's why we picked it. There will be a season pass. We will announce season pass a little bit later. Give us a couple more weeks. As you all know, we are self-publishing, so some things take a little bit more time right now. But yeah, there will be a season pass. There will be a season pass for PC as well. I've seen that question coming up a lot.
we're gonna announce that soon-ish. Season Pass будет. Ish. When will modders, and that one, there are millions of modder questions. When will modders get their hands on the Giants editor? Well, as you don't know, and I don't know, we had to ask Stefan Maurus again, and here's what he had to say. The Giants editor will be released like almost the same like we did with FS19. So yeah, you should receive some informations around the release. There you go. Nice. This guy is there every night right now, answering all the questions. He's our answered star. like a million questions yesterday, and you're gonna see him a little bit more often. А что нам там видеть? Я постараюсь услышать. А, все равно ж перебивка будет на этого самого. На ведущего. Мы услышим, когда они закончат отвечать. Да я буду прислушиваться. Слушать Farmcon и играть в фарминг-симулятор. Просто я самый крутой фанат Галинца. Anything is possible. Anything's possible down the road. We've seen the feedback that you guys have given us over the first season's impressions that Josh gave us, and also in the Q&A that happened 2 nights ago. We're definitely trying to see what we can do about it. There might still be some changes. As we've said at the start of the Farmcon, nothing is final yet. This is still kind of in development. In development, yes. We're live developing while doing crazy events like Farmcon as well. So we will see what's gonna happen post-launch. I'm sure that it's definitely, I checked with Jos, it's definitely possible maybe to do this like via mods or something, but we'll just have to see how it's gonna look after launch, what the situation is. Yeah. And if I recall correctly, Jos actually mentioned during the Q&A session on day 1 that it will be possible. It's very complicated. Yeah, but modders can do it. It's a very complicated and delicate matter because it's very deep in terms of how the script works and everything for the game. But yeah, I mean, I've seen some crazy stuff that modders have been able to pull off. So if that's the question, if I think it's possible, hell yes. Так, сейчас. So here we go. This one's for you, Lars, and this is a the most asked question over all of Farmcon. I know. Over these last 2 days. What's with the ominous AI helper menu that we saw? Okay, so here's the deal. Blah, blah. Yeah, well, we won't talk about this during Farmcon. Sorry, guys, this will not happen, but we're gonna announce or talk about that in the near future. Soon-ish. It is a not yet announced feature. Yes. That we can say, I guess. Вот же это and поле. it's one of the features that when I was asked what do you like a lot that you can't speak about, it's one of these. You'll see, it will be awesome, but yeah, not now. Sorry. So, what about forestry? Вам видите, весь браузер That's открывается. an interesting one, and we just had, I believe, when this Q&A starts, we just had we had the sound presentations. I think the Q&A is after them, might be before, I'm not sure. Anyway, maybe it's going on right now. We're gonna ask Christian what he's saying. For FS22, we are adding the sounds of falling trees, and also the forestry machinery, such as the harvesters, has much improved animation sounds as well. And everything else is currently a work in progress. I'm still looking at the screen. I was just about to say another dangerous monitor right there. Yeah, another dangerous screen. But yeah, we've seen Christian a lot during the sound presentation already. I think sounds are awesome. And with that, we shift, and I love that, we shift to a different topic, to gear shift. Gear shifting. Because there were several questions after we announced, well, Давайте их за донату так задвинем. Yesterday. Yeah, more or less. We picked 2 questions that are, I think, the most interesting for you guys because we've seen them a lot. The first one is, how will manual shift work? And we're gonna give that one to Stefan Maurus, who introduced this thing yesterday, so he can tell us how it Вот works. так пойдет. So the gear shifting is working like in real life. So we да, got вон for всё, each хаем tractor будет. an individual setup like the gears are in real life. So you normally have some gears and then some groups, and you can shift them manually, or you turn off that setting and you let the game shift automatically.
There you go. There we go. With that being said, Так, у нас сегодня что должно быть? Я хочу внести селитру. Да. I mean, with all wheels, it's currently still an ongoing development in terms of what basically the default key bindings are and everything, but it will be possible. Ну и все, и хорошо. And we're still like figuring things out, where it's going to be put, because all of these templates basically need to be designed from scratch, partly depending on what kind of wheel you're using. Блин, я же вилку не зацепил. To try and cover them all, and of course, always you have the possibility to just like configure the stuff to your heart's content. Yeah, but you made a lot of people happy with that answer, that it works. I can promise. I've seen Discord yesterday, it was crazy. Good. Another one for you, Lars. Why were some streamers chosen as ambassadors versus modders or people who create actual game content? Yeah, I picked that one on purpose for that list. It wasn't asked too often, but I think it's very important to... Yeah, I've seen it mentioned a couple times. I think it's important to explain what an ambassador is, a partner is, a modder is, and an influencer is. Because the ambassador program is just one tiny bit of our overall strategy for the community, right? The ambassador program means that whoever we picked as an ambassador speaks a language I don't speak, or the community team doesn't speak, like Brazilian Portuguese, or Polish, or whatever we have, Romanian, Spanish, we have all these languages, French, you have seen a lot of French people over the last 2 days. That makes them an ambassador for us, because they need to take our messages and bring that to players who don't speak German or English, because that's the only 2 languages we speak. At the same time, we want the feedback from these players as well, and we need them to bring, let's say, Romanian feedback to us. So the ambassadors are picked on purpose with languages we don't speak or time zones we are not in. Like, there are American ambassadors. Yes, they speak English, so do I, but they speak English at times where I'm sleeping. Now with Kerminator in, we're gonna see changes. Я так понимаю, речь идет о всяких стримерах, блогерах и прочих, типа, кто локализует на языки своих стран новости о фарминге или что. Блин, вот что-то понимаю, что ни черта понять не могу. Well, with modding. You know, I have no idea about modding. В прошлый раз я еще думал спросить, какое железо у стримера. У меня, что ли? У меня Ryzen 5 1600X процессор, 24 гига оперативы, DDR4 и видяха GTX 1050 Ti на 4 гига. И установлена на, господи, какой, HDD. Будет русская техника. Ну, наверное, та, которая была в девятнашке. Ростсельмаше и все. Кошак орет. Ну, что я могу сделать? Ходит, орет. У многих стримеров, кстати, коты орут. Это не только мой порог. У очень многих. Something that we're always amazed by is just about how these people also interact with each other. So oftentimes if you have problems with modding, we have like several channels, be it on the Discord or our forum, and people like to help each other out, basically help them raise those skills in certain areas, and that's just something that's really, really great in my opinion. Absolutely, yes. So, мы страдаем, Дэн, мы страдаем. Changes to all these programs. You'll see. Okay, will there be mod conversation function in the Giants conversion? And sorry, again, my English, you know, still German. That's why I do the German translation usually. Will there be mod conversion function in the Giants editor? That one is for Stefan Maros again, and we're gonna ask him. At the moment, it's not planned to have a conversion function like we had with FS19, just because the difference between the FS19 XMLs and FS22 XMLs is not that huge, and you also receive an information in the game if you get an attribute that does not exist anymore. Я сейчас правильно понял, что они конвертацию модов из девятнашки не предполагают в 22-й? Я правильно сейчас понял или нет? Back to steering wheels and all these things. Will Farming Simulator 22 support force feedback?
Че приперлись, тут ничего интересного. Здорово, Серега. Я тут вижу, да, по советам подписчиков, потому что мы сидели, смотрели на это унылое дерьмо, и не помню, кто подкинул здравую идейку. Cool. Oh, simple questions. I love it. Yeah. Yeah, this one also, I've read it a bunch of times. Will there be some kind of simplified GPS? Yeah. It's just in there because so many people ask. Because the answer is very quick. It's no. We don't have GPS in Farming Simulator 22, so it's not there. But we know a lot of people asked, so that's why we have this question here. And of course, because we know a lot of you asked for it, we know that it's something you guys would love to see. And of course, it's on our plate, but it's just not there for Farming Simulator 22 yet. In pictures, some tractors have license plates. Will this feature be on all GPS не будет. Ну, как бы это уже очевидно было. People like the license plates, it seems. So I checked in game. Извини, Даня. Даня предложил. License plates actually will be available on most vehicles, not all of them. It's always depending also if they would have like the space if we have the space on the model to implement it or where it would be in real life. So we're trying to get that feature onto as many as possible. So it's Здорово, Сова. Звук фарминга, ну, он мешать будет. Он будет забивать стрим. Я же слушаю ответы на вопросы. Никита, привет. Нет, Сова, наверное, имеет в виду звук игры. And you can also change the design a little bit, and they are also tied, we revealed that yesterday, also tied specifically to what map you're playing on, which also means that of course modders might, for their mod map, use a different kind of license plate, for example. Nice. То есть у совы вообще полностью нет звука. Alright, this was also an interesting one. Can we take on more than only one contract? Well, interestingly enough, we saw a lot of feedback about that over the last 2 days, and this question was there a lot as well. I've spoken to the team, and I think we mentioned yesterday that the whole contract mission thing is still work in progress. We are still working on it. It's not done. So it is planned, from what I heard. Our developers told me it is planned. Офигенный вопрос, да, ребята? Если у вас один уже контракт выполняется в игре, будет ли возможность взять еще один? Сука, вопросы подобраны просто, вот просто огонь. Ну, хотя вопросы про моды и про GPS мне понравились, да, вот ответы на них не очень. If I deliver a pallet of flour to... Решил совместить, ну, типа того. It's your... You ask it. All right, I will ask it. If I deliver a pallet of flour to another player's production chain, will they be able to use it? And I'm the one answering it. No, I'm not. I'm gonna give that over to Mr. Marus again. Yes, that's indeed the case. Трындец, они уже на сколько вопросов нет ответили. У них спрашивают про возможности, они говорят нет. That was super quick. There you go. Yeah, we talked a little bit about it during our presentation. If you have not seen the presentation, can they already rewatch it? It's on YouTube. It's already watch on YouTube, right? Of course, it is. Completely watch it. It was awesome. Definitely. And it revealed a lot of things about Farming Simulator 22. You should technically rewatch the entirety of Farmcon, really. There are a lot of cool stuff so in much there. information. So that one, super interesting. We put it on here even if it was only asked once, but I think it is a very, very interesting question in general. My girlfriend is disabled and needs special key bindings that we optimized over months. Will we be able to transfer our key bindings from Farming Simulator 19 to Farming Simulator 22? Okay, so I checked this with some of our internal developers as Блин, well. к сожалению, не понял вопроса. Since Farming Simulator 22 is like a new game that brings in new features, there will be like changes to the input binding file itself that you can like adjust. It probably won't be able to just like copy paste the whole file, but you will be able to like copy and paste parts of it. But the new file basically will have new different bindings in there, so it won't just work with a simple copy paste.
Super interesting. I can't Да, really да, say да. for sure how it is in this special case, but if you did like a lot of customization, I think probably the easiest way would be to just start up the game, check the input bindings, and then copy over the specific changes that were needed before. So there are probably extra lines for things that haven't been in Farmcon-2019. Exactly. So find the lines you changed, you adjusted, and copy them, and then you should. Любой вопрос, ответ разраба, вы не поняли. Это будет 19 с новым интерфейсом. Типа того, да. Will the game have VR support? Тупо та же самая FS19. It's not a VR game, so it won't have VR support. I know it has been asked a lot, but here's the thing. Creating a game in VR is a very, very difficult task. It takes a lot of time because you have to make the whole game basically and VR it's ready. Different as well, yeah. It is, yeah. It's basically like creating a new game almost. And this takes a lot of time, and we don't spend that time to do that right now. Of course, it's on our plate. It would be awesome, right, to drive a VR tractor. I would love it. Man, I have VR at home. It would be awesome. Yeah. But it takes a lot of time and is not planned for Farming Simulator 22. Will Farming Simulator 22 have bird sounds? Didn't we have bird sounds? Sound question. Yeah, it's a sound question, and we're gonna hand it over to our second sound guy. FS22 will have bird sounds, yes, and the trigger frequency changes depending on Bird daytime, songs? seasons, and the location the player is. Будут ли фарминг-симулятор петь птички? Серьезно? Серьезно, сука? You should have seen it right Что? now. I mean, sound presentation is just over, basically, so you should have seen how good the sound is now. It is really, really good. If you don't believe it, we'll watch it. Извините меня, пожалуйста, за мой французский, сука. Anyway, 4 more to go. У меня уже начинает жопа гореть, ей-богу. I picked that question on purpose because we've seen a lot of questions regarding NPC traffic in general. How does it work? Is it faster? Is it more intelligent? All these things. We picked one of these questions, but it represents all your NPC traffic questions, and Kenny is about to explain how NPC traffic works in Farming Simulator 22. Yeah, so you might have seen already in the gameplay demo. They've been driving around quite fast. It was actually one of the, since we were demoing the game on Elm Creek, what you saw in the background was the inner state of the map. So, важные вопросы. Да, блять, смысла жизненный, ёб твою мать. Все, я начал материться, и меня уже не остановить. Это просто, блять, какой-то... So it should be much better, and that's why they basically can now drive faster. They will спасибо, Виталий. Recognize any collisions. Да, я понял, earlier. So yeah, just in general, NPC traffic will be faster because collision detection works a bit better. Nice. And you still can't. Трафик, говорят, будет лучше, будет ездить быстрее, и коллизия будет что-то там поумнее. Давай, да. We call it in German. You just don't push cars off streets on games like this, okay? Not gonna happen. Okay, here's the one we teased earlier about the profanity filter. Will it be better in general, Lars, and not block words that make no sense, for example, basement? Да я вот тоже слушаю, Виталия, вот это вот все, и у меня просто, у меня руки опускаются. You need to understand how evil players work, technically, right? If you block a word, then they will find a way around it. A very useful way that we have seen a lot in the past, at least if you're as old as me, is putting XX, bad word, XX. So the profanity filter has to search for this specific word, even if it is surrounded by special characters or letters or numbers or whatever. And because we have so many languages we cover, of course, sometimes it doesn't make any sense because a word is not that bad in German that as it would be in English. For example, the word for overweight people in German, easy, in English, swear word. And that's why this filter usually works in a way that sometimes you don't understand, because you're like, why is this word blocked? It is a normal word. Like basement was an example here. It is a normal word. Why is it blocked? Might be in a different language. If you just cut it down to specific letters and they are a swear word, we need to block it. It is, unfortunately, in order to get rid of the evil people. I know it's sad for people who just don't want to do anything bad with it. And it's super sad for people that
might have something included in just their name. We've seen that come up sadly, but it's just the way it works. It is just the way we need to adjust these filters. Of course, we need to. Я уже положил на FS 20. Да, может и правильное решение на самом деле. Чему, Серег, отображаются твои комменты? Наверное. The last one for you. Is the minimap dynamically updated, like when we fertilize the field? The minimap itself, no. It has like a few dynamic features where you can like see players and stuff in multiplayer, for example. But all of these, их мини-карта не обновляется, ёперный балет, а? Where you have the big overview. Something that might help with that, though, we've seen it a little bit in the gameplay demos and other videos we've shown so far. And I haven't seen too many people. Всем привет, хорошего стрима, лайк поставил. Спасибо большое, спасибо. We do have a little, like, information. Дизлайк, отписка от меня, что ли? А что такое? So basically, anything you're looking at, you will have the information right there, be it like a field or, for example, like a tractor or vehicle or something that belongs to another farm. You will see who's the owner of that and so on and so forth. And it's like very like context dependent. You could be looking at a production chain, for example, and see all the information there. And it's actually a really cool, one of my personal features, because it's just so, it helps with playing, it helps with testing as well. Ребята, а вы в курсе, что они еще ни словом не обмолвились про болезни текстур? One of these tiny little, how did you call them yesterday? Geek features? Geek features, yeah. Features that are useful, but not too important, but they can be important if you play. Yeah, exactly. Last one, and we kept the best one for last. Yeah, the most asked one. This is probably 500 of these 900 questions you've gotten. Not joking. Here it is, Lars. Will there be crossplay in the game? So first of all, Кроссплей, сука. Твою мать, блядь, блядь. Console, PC, Xbox can play with PlayStation, all these things. Да как у меня жопа горит с этих вопросов, а? Been there all the time right now because some of the shops announced it. Basically, it was on Xbox shop. It said crossplay. Steam had it for like a few hours before. Это самый брутальный мужской трактор. The reason for that is, коим в чертях женский. We are talking to everyone right now because we really Ты когда-нибудь ездил на Беларуси в 82-м? То, что он розовый, это ни о чем не значит. На складу только розовая краска была, кисточкой красил. Сам. Полдня. To make sure that crossplay is in the game. However, as of this Farmcon, these talks are not over, right? There is no definite yes. There is no definite no. So for now, crossplay is still possible, but we can't promise, but we can't tell you it won't be there either. We are still talking to these guys, and as soon as we have a definite Кому, answer, блядь, интересен кроссплей? Вы мне скажите, мне, блядь, фарминг-симулятор, ёб вашу мать, блядь. Все, я сегодня буду матюкаться, извиняйте, если кому не нравится. Но я буду матюкаться. Это просто уже, это за гранью добра и зла, блядь. Basically 4 months to go, so a lot of questions that you have asked, we should have answers sooner or later because we are basically on the final steps of our development circle and we should know sooner or later. That's it. Thank you again. Thank you all of you for asking so many questions. Yes, sorry thanks. if your question wasn't covered. As we said, there were like 900 of them, so we couldn't cover them all. It was an insane amount. I was super shocked when I had to find 20 out of it. It was like, oh boy. Well, so thank you everyone. We hope you Именно enjoyed так, Farmcon so именно far. And так. of course, keep enjoying Farmcon because it's not over. If you have missed something, check it out again. And if there are questions, come to Discord. А вот давайте, ребят, серьезно, вот давайте гипотетически представим, у нас здесь 25 человек сидит, то есть, в принципе, какой-то срез моей аудитории можно сделать. Вот смотрите, прикинем ситуацию в теории, да, выходит 22-я ферма. И вот вы бы смотрели видео
по 22-й ферме, или зная, что есть 22-я, но вы бы спокойно продолжали смотреть 19-шку? Вот давайте проголосуем с вами, 22-я ферма или 19-я, вот если две игры уже существуют. Вот. Давайте так, если вы однозначно смотрели вы только 22-ю, то пишите 22. Если 19-ю, то в принципе нормально, и похер на 22-ю, то типа пишите 19. Давайте посмотрим. Я еще, конечно, опросничек в сообществе сделаю обязательно, но сейчас бы хотелось тоже знать. So, let's see who is the real Lord Baylor in the Stark Challenge 2021. It's also time for our final Twitch chat raffle. If you're watching this stream on Twitch, you can now take part and maybe win one of 4 bundles of Farming Simulator 22 on PC, plus vouchers for a dedicated server hosted and sponsored by Neutralo. For those who don't win and live in a German-speaking country, there's another giveaway during the Stark Challenge for these regions only. Зависит от So того, watch где out. интереснее. Okay, I always wanted to say that. Gentlemen, start your 22-я, engines. 19. Ой, шо там, я даже альтабнусь. Шо там? Hello everyone and welcome to the Stark Challenge 2021 here at Farmcon. I'm Lars Meinschreck or Lizardon, and with me is Mr. Kerminator. Hello. Чего? Hello. So we both have casted several FSL tournaments, 19, but this one is 19, very, very special. It's блин, not an примерно FSL одно и tournament, but то it's же, with честно the говоря. FSL teams doing real-life bale Плюс-минус stacking. одинаково. Right, and we've seen them dominate the Farming Simulator League arena. We know they can handle stacking bales in that, but can they do it in real life? I think that a lot of fans of the FSL and Farming Simulator in general have been intrigued to see them put their skills to the test in the О, real world. гляньте, нам Yeah, тут let's see нифига себе. how that Давайте turns я out. вам I'm даже not покрупнее 100% сделаю. sure how this competition works just yet, because we are just watching it. I think we see some snippets from what I get here is that you have to stack bales, Пока у нас apparently нифига себе 3, какой экшон там, гляньте, and then разворачивается. drive through that course. And I don't know what's gonna happen afterwards. Probably unload them or something. We will find out. Yeah, they're gonna unload them in the end, and then I guess best time wins. That's how that's going to work. Right. Probably. Гляньте, они там что-то делают. Exactly. Типа на точную доставку, что ли, или что типа того? So once they start the interview, I'm gonna translate it for you really, really quick, so that you have a rough idea of what's going on, and then we will see how that works. So this is Team Механизаторы, гляньте, скандинавы на Вальтре. There they are, wearing their jerseys. Very nice. I love it. So serious. So she asked, what's your favorite machine in real life and in Farming Simulator? He loves Youngtimers. But at the moment it's Valtra T-Series. 19. Короче, понятно, надо устраивать голосовалку в сообществе. So that he's nice for me. That's what he said. So he's a mother. Gotcha. Но, блин, я так понимаю, что все-таки 22-ю надо мне будет брать в любом случае. Load the bales, I guess. So we've got a Manitou telehandler here. Yeah, I heard they are very powerful in game. Let's see how powerful they are when you play that, well, in real life. There we go, Monty's. No banning of the Manitou here. No, you can't ban it out right now. And then, yeah, as guest, you have to stack these bales. Если улучшит геймплей искусственный интеллект, то 22-я, а если толком ничего не сделает, то 19-ю продолжить. Я вас понял, я вас понял. Короче, надо брать 22-ю и все. Well, that's gotta be useful, having the skills already coming in. Absolutely. Because like I like to say, I only pretend to be a farmer on the internet. Same, absolutely same. So just because you know how to play the game, you don't know how to operate one of these beasts. But yeah, ну это хоть что-то уже динамическое, какая-то развлекуха для глаз. И на этом спасибо, как говорится. Well, that was me. I hope he will never watch that video. We won't tell them. Hopefully, no, he won't find out. No, we just sent him a version without us talking. You know, just music.
that will work. But yeah, he's doing very well, stacking these bales. As I said, just from what I saw, Хорош, snippets, I ровненько guess you have to положил. stack 3 of them. 22-я интереснее будет. In I think just a second. he may have found this a little bit harder if he was having to use mouse and keyboard inside the Manitou. Yeah, probably. Уже показали, just что to лучше, guess, I'm поэтому throwing out there. 22-я. But this tells why some people ask, can I play this with a wheel? Yeah, can I use a steering wheel in Farming Simulator League? No, you can't, but now you know why they want to do it. Right. That's how they used to do it. But yeah, Ну, видимо, у него задача как можно быстрее и как можно равномернее уложить тюки. Speed maybe isn't quite as much of a key here as it is in the Видите, друг на друга. Короче, ровненькую кладочку организовать. He's not really gotten stuck. Nice smooth motions. You can Как-то definitely tell he knows середину what he's doing. положил. Okay, he is done. Next up, well, probably put a belt. Yeah, there are the belts, making sure that they are not falling down. Затарпать еще надо. And you can tell they try to be fast though. Right, you got to be fast here now. This is the time where you can actually use your body and do this as fast as possible. Little bit, least time wasted as possible. I'm sure required. Да что за движок? Да тот же движок, просто новая версия. Уже сказали вроде. It's nice, looks good. You know, style points given, definitely. Yeah, super useful to have high tower there. This guy is more than 2 meters tall, so you know he's just like, oh yeah, I can see that. It's not easy. Living up to the name Hightower, then. Yeah, absolutely is. That's where he got it from, though. Движок тот же, да? This guy's a Да, giant. совершенно He's like 22 верно. years old. We have a few giants in the Farming Simulator League. Absolutely. We've seen. You should have seen Team Amazon last year. Holy moly, they were all giants. But yeah, Hightower definitely is one of the tallest, probably the Это можно tallest in свои the карты entire league. делать. Super useful here when he's Ну, just, you know, наверное, fiddling with the мне так belt. кажется. 3 minutes 44 Ну so так, far, отчасти. and yeah, well, as I said, because they're the first ones, I don't know if they are super fast right now or Тогда not. We're лучше gonna see that 19. when I think Team Krone is the second one, when Team Krone starts. For now, they look good to me. They are doing well. Yeah, I mean, it's a nice, smooth start. I think that the biggest thing is to try to not make mistakes. And they haven't really made any yet, as we can tell. Yeah. And now they are driving out. Let's see. So there's this parkour, and from what I got is there are tennis balls on these things. Is that even happening now, or are they? No, they are not. Ему еще надо there по yet. определенному They are just маршруту driving. тюки провести, гляньте. This is where you can be fast, right? This looks like something you can do very quick. Super focus as well. Да не, гусь, это нормально. Тут хотя бы какая-то развлекуха для глаз. Прикольно, что трактора вон с тюками шныряют. Нормально, нормально. And again, you can tell they did it a lot because these belts, they look professional. You know? They really did. They were too long, so they made them nice. They know exactly what's going on. Is he driving a fence here? Is that what they... Yeah, there it is. Now we get to see it. Все равно же купим. Ну да, See, there are есть these такой tennis момент. balls on top of these. What are they even called in English? We call them a cone. Yeah, that makes sense. So do you lose points if you knock a tennis ball off? I guess so. That's what they are there for. That's at least what I Что он imagine делает? is happening here. Yeah, very focused, very nice. He nudged that one a little bit, but the tennis ball stayed on. This looks Типа, like чувак, тебе that's просто the надо hardest между part of the конусами entire проехать. challenge, В чем if you ask me. проблема? I think that I would have just wiped them all out Yeah, and then just said, I'm here at the finish line. What's my point penalty for knocking all of this off? Yeah. Just bring out the dogs. I'm throwing tennis balls. So they can have a little bit of fun. No, but it looks good. This guy, yeah. Scotty knows exactly how to do it. Oh. Yeah, well, no. He's a professional. Easy peasy. If no one knocks anything down, is it even interesting then? Right? I think, well, in the Farming Simulator League, some of the best moments are when mistakes happen. Exactly. But I think you want even less mistakes to happen when it comes to real life equipment. Yeah. And they're doing very well. I mean, this looks really good. Nice and smooth. It actually looks like it would be fun. I want to do that now. I want to be part of that challenge, but I guess it's too late. It might be too late, but maybe next time. Yeah, maybe. Now that... Oh, that one? No.
Ah, yeah. Oh, he there kicked went one down. Nice. This is a penalty for sure. Not good, not good. I'm guessing it's time added onto your time. Yeah, that's probably There's no how it points works. That's usually how it works in Он sports. что, конус один сбил, что Like ли? if you have something that's just where you just try to be fast, then if you make a mistake, it just adds to your time. So that's probably what they do here. So now they are unloading then? Is that what's going on here? I guess so. We'll know in a second. Are you even, what about these belts? Make them nice. I can't believe you're just throwing them. What the hell? И теперь ему надо быстренько это дело разгрузить, да? And now it's Hightower's turn to unload these things. So, again, I don't know if they are fast or not, but I'm quite sure they had fun. Because that looks like they're having a lot of fun here, honestly. I wonder, these guys, I think, naturally are competitive when it comes to the FSL, so I'm sure there was a bit of competitiveness going into the for sure. Stark bale stacking challenge as well, but I think they probably also see this as a way to just have a little bit of fun and show their skills out in a different way in the real world setting. Yeah, and I mean, these teams haven't seen each other for a long time. We shouldn't forget that we we had no offline tournaments for like a year now, more than a year actually. The last one was IEM Katowice in March of last year. So these guys haven't seen each other for a while because we had to wait until it was safe and secure to do these things. Right. Right. So they are all, of course, they are all tested. They are all what's the English word? Vaccinated. No. They got their needle. Right. Чуть-чуть я его вперед You're the протолкнул, ну English ладно. caster. Come on. You were doing all right. I was just gonna let you go with it and see how far you could go. Well, I do like to see things, hopefully can start returning back to normal because I've only done casting for FSL tournaments online, and of course, I'm a lot further away than you from the studio. But it would be nice to start seeing the players back in the studio and everyone just together again, because there's just as much fun as the online tournaments are. There's just something special about being able to see the players' reactions live and how excited they get when they make a good play or win a round at the last second. So hopefully we can get back to that at some point in the near future. But it's been nice, like you said, for these guys to get out and see each other in person again, and I think that's important for team building. До 11 минут успеешь? He's running. Oh, they have to run to the finish line. 11 minutes. Yeah. 11, maybe slightly under. I guess we'll see the official time. There is Team Corona coming in. Так, пошел я обратно в игру. Еще 10 минут я это смотреть не собираюсь. Marshall Maiden. He's the driver. Okay. Так. I get it now. All right. Now I know how it works. Оставляю вас наедине с этим топовым контентом. Chance, what are you happy about today? Так, как-нибудь мне его вам. Yeah, he's basically exactly saying what we said. She was like, so what makes you the most happy to be here today? And he was like, well, to see the guys again, because I haven't in a while, and to drive real machinery. So, yeah. Эта игра такая. Sounds good. We know the drill by now. Let's see if they are faster. I'm quite sure these guys, I mean, this is, I don't know for how long you played Farming Simulator, but do you remember BM modding? Very, very BM famous. modding? Is that what you said? BM, like. I think I've heard the name. Yeah. They turned into Всё, я повез Creative дальше. Mesh. They are creating the Straw Harvest add-on. Okay, These are the guys creating the Straw Harvest add-on. So they know a lot about the game, but they do know a lot блин, about как же весело-то, If I'm not mistaken, сука, лучше бы я просто стримил фарминг-симулятор, when I was твою chatting to мать. these guys a while ago, they were all like, "Oh, we can't do something on this weekend because Но we я are all out думаю, harvesting." с фарминг-симулятором нам будет They легче should be пережить good. этот That's what I'm последний saying день here. фармкона. They should be good. No pressure. No pressure, but I expect a lot from Team Krone. I'm quite sure all three are all farmers, though. I think for Trelleborg, definitely Trelleborg has a lot of farmers. And yeah, it was the same for Valtra. I think this happens more than we realize, or maybe not we, but fans of Farming Simulator maybe don't realize that a lot of the times real-life farmers come in from work in the fields all day and actually play a little bit of Farming Simulator. Yeah. There are exceptions, of course, people like me who
only ever played Farming Simulator. But hey, maybe I can give my hand at some real equipment here soon. Because, yeah, this would have been Ладно, fun я to take part in, побежал, у but I'm меня not sure if дела. they trust me to Давай, drive this сова, Manitou. спасибо, что заходил. Повезло тебе, что у тебя дела. Я бы тоже хотел, что у меня бы сейчас были какие-нибудь дела. И не смотреть, и не слушать это. These guys are farmers. A lot of our players are farmers. Of course, not all of them. I think, well, we both prove that because I'm not a farmer. I'm from a big city in Germany. Well, compared to your cities, it's tiny, but you know, for Germany, it's big. It's like, yeah, I think I'll soon be moving to the people third living largest there. in the U.S. Yeah. So that's going to be interesting. Yeah, as I said, I mean, Duisburg, where I'm from, I Yeah, think it's like the 12th or that's gonna 13th be largest in Germany, and it has right. 400,000 people living there, right? So. Okay. That's what you call a Ребята, village. добиваемся. Да ладно, Серега. We know the drill here. Oh, that was bad. Try again. How can Мне you на not? You лайки need как-то. someone like Hightower who's big enough to do this. That's exactly where, Я you не know, пойму, it что is the это за problem. херня, если... Right, I don't think that these FSL teams ever thought height would Ну be a вот problem мы for тоже the ничего teams. не поймем. But then we've shown that Для maybe, поначалу казалось, maybe что here in the так Scarf глазки Challenge, размять, it отвлечься от actually is important. этой Yeah, they're doing болтовни. all right. So next year Но when they что-то switch слишком around долго players for это the уже FSL, everyone затянулось, tries to get и, Hightower блин, just because of his прям... height. Just for this. Just for any real life events So that let's see if require they do that stacking. nice as well, or if they, you know, I would just throw the rest of it like onto the bales and go like, yeah, well, it will drive now. But oh no, they are doing it nicely. Look at that. That's how you do it, guys. If you ever wondered how to use these belts, that's... I'm not sure anymore. Yeah, well, yeah, it still looks good. So that's how you do it. That's how you use these belts. Oh, look at him. He's the professional. They all are, it seems like. But I feel like they are taking longer here Yeah, than it feels Vulture like did. they are slower. Definitely Maybe feels taking like a little bit more care, like with how they're tying these up. They almost look like they're putting it into a nice Да pretty чё вы bow все that- разнылись? that is Если не интересно, то давай просто ферму стримить. Да не, надо уже добить, потому что я еще раз пересматривать это не хочу, а видос делать надо про Farmcon, поэтому мне чисто для информации мне надо. But now the professional is driving. Let's see if we can do it. The other two are like, yeah, we are done. Bye, guys. Даже разминка для глаз успевает надоесть. Ну да. Anything with green in it is good in my eyes. Yeah, well, I'm not arguing here. Ой, тут более чем все нерадостно, ведь. Скукотища. Теперь точно ушел меня в кухне, зеленый чай. С чак-чаком ждет. Они гиганты. Да, красавчик. Приятного тебе. And this is his racing gear. A Fend. Might not be the best for any race, but it's definitely good for tractor racing. Блин. So let's see how he handles the tennis ball course, or whatever we call it, the cone course. Basically a tennis court. Oh yeah, well. Had to slow back down. Yeah, well, you can't just drive that fast into this, but it still looks faster than the other one, though. At least from, you know, from my feeling, and yeah, that's what happened. Oh, you know, too fast. Probably couldn't afford really to knock one of these off because of the time they have to make up, but you also have to weigh the difference between trying to go fast through this and trying not to knock them off. Oh, that one is killed as well, I guess. Or is it? Yeah, not sure. It looks still good though. He's still fast. I mean, if you are faster than the penalty you are getting, you know, you're still fine. It's worth it. Yeah. If you gain like 10 seconds with that, but you lose 5 for a penalty, you still gain 5. So I guess we're gonna see at the very end. Мне послышалось, или комментатор сказал. Ты, наверное, все-таки послышалось, Серег. Слабо мне в это верится. They're not real referees, I guess. They are the video referee team. Oh, video referees. Oh, well. Did I just, you know, scratch the soccer itch? Right.
Do we like video referees? In this we do. In this we do. I do. I think it's fair. So, unload, my friends, and now you have to be super fast because you are very slow. Yeah, we don't see a live clock here, so I don't know. What do you think? You think it's going to be slower than? Даже под пиво надоели эти фермеры американские. Definitely slower. Not too much though, but definitely above 11 seconds. For sure. 11 minutes. Well, Лучше чисто FPS смотреть, как стримишь. But yeah, above 11 You weren't wrong. I don't think it's 12 трындец. minutes. I'm not sure, but I don't think they are way slower. Пока удачи всем. Давай, спасибо, что заходил. So tell me a little bit about Stark, Lars, because this is something that I think that outside of Germany, maybe we aren't as aware of this publication. And tell us a bit about they have Stark. to unload. I forgot about that. So maybe they are slower. Well, Stark is a German newspaper focused on agriculture. So I don't know how many issues they have a year. I think they have one a month. Okay. And it's all about agriculture. It's about new machinery. It's about farming in general, and of course, but it's mainly on the machinery really. So it's well, let me try to get this in English because I know the newspaper, but it's a German one, right? As I said, mainly on farming machinery. They do a lot with farming games as well. They are actually the ones who started it all back in the days with the Stark Challenge at Agritechnica 2019. It was bale stacking as well. It was in our game. And once that happened, what came out of it is the Farming Simulator League. There you go. So without Stark bale stacking back in the days, there would probably not be the same Farming Simulator League that we know today. Что я делаю, зараза? Yeah. Because I love the FSL, and I know a lot of people do out there as well. Absolutely, and they do have a raffle where you can win Farming Simulator 22 and a merchandise box or something. It was too fast, I couldn't see. Ooh. Next time they show it, I'm gonna try to read what's written on it. For most people watching, you said the magic words, Farming Simulator 22. Absolutely. I know a few people that are excited about that. Yeah, but then again, we Just are a at day few. 3, so a couple of guys out there have already won a copy because we are raffling these away Долго они там during катать будут? the entirety Да of понятия не имею, Виталь. So Хотелось you бы might верить, wanna что have a look at the недолго, chat. It's a но little bit late at the end of the Farmcon to mention it. уже порядком это поднадоело. We hope that you checked out the chat during the last 3 days because we raffled away a couple of Farming Simulator 22. Oh, look at that! Ooh, if he gets out and over the finish line, this is gonna be really close. You need actually, to run. He's just You can hear his friends going, go, 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 run. Гайс, наверное, ничего про свою игру сказать не могут, просто случайно видео с тракторами включили, и все. Да-да-да, блин. Ну, действительно создается такое ощущение, потому что, это уже совсем какой-то, блин, трэш, угар и содомия. Черт подери, как хорошо, что такое мероприятие у нас только раз в 2 года, да, наверное? Okay, so she asked if he's a farmer in real life, and he said that his grandparents had a farm, so he was able to drive every now and then. Ah, okay. So not a real farmer. That's from what I get. I mean, it was in his family, but he also mentioned that they had animals and they don't have them anymore. So, and he seems to be very young. So, almost a real farmer, but not a real farmer because they don't have a farm anymore. That doesn't count. At least from what I got. Let's see how they do it. We all know in the league they are super strong. Норме внесения 150. Trelleborg still the reigning world champions, and on their way to defend that title right now. Right, top of the standings. Матвей, we'll привет. See how they handle the FSL tournament this weekend. Yeah. If they can stretch that lead at the top. And it's with you again, right? I mean, I will be commenting the league as well, but on the German channel. But you are
with the Господи, English они guys. про свою лигу фарминг-симулятор говорят. И не стыдно ведь людям So if you вообще guys ни are interested in капельки, а? Farming Simulator esports and you wonder what's going on, this Sunday, Слушайте, я не думал, что я Farming когда-нибудь Simulator это is скажу happening, в and течение Mr. этого Kerninger фармкона, will но be лучше there бы они for еще you на to do вопросы it in поотвечали. English. Там And if хоть you are more какая-то interested in the информация German version, поступала. hop over to Мы Giant хотя бы Software узнали, DE, что не where I будет will be with кроссплея, the что Red не Cat. будет GPS, что There не you go. будет It will конвертации be awesome. модов I и can't что wait, птички because будут that is петь. always a fun Sunday, not gonna Ну это, lie. сука, Love хоть it. какая-нибудь информация, твою I do мать. too. I love it so much that I get up at like 1 a.m. to start work on this days. Yeah, because of the time Yeah, difference. it's 10 a.m. German time, so it's late at night Yeah. for you. I mean, on the other hand, you know, afterwards we have the А у entire тебя Sunday трактор-монстр. left. I don't. Есть такое дело. So there's there we Right. go. It's dark This is Wild Pink until Cat. the 31st of Wild July. You Pink can win Wolf. a merch package and Farming Simulator Короче, 22. зверя сам подставишь. Very nice. Or a Farming Simulator 22 merch package. I'm not 100% sure. I'm gonna check that out next time because it's so quick. It's way too fast for me. I'm just too old for this. So, what do you think? Are these guys fast? It looked fast, but then again, it looked slow at Krone and they were faster. So maybe I have no idea. Yeah, maybe we're not the best judges of the speed in this competition because we were thinking that they were going slower the last time around. To me, the movement there on the front loader on the Fent was just not quite as smooth. But Блин, да interesting that we've seen a сука, когда ж это telehandler кончится, and а? also a Fent with the front loaders. So even in the Stark Полтора Bale часа, challenge, we see пара these бы teams уже using прошла. some different strategies, just like they do in the FSL. True. And we shouldn't forget that this is, of course, a Да, recording. про This птичек happened, действительно I think, важно. last week. Фанаты, So it's already a cut фанаты version, спать right? не You can могли. tell that we Мучил can't вопрос про птичек. see Да, exactly Гусь, how long это, it takes because блин, every now and then they have a все, lot of понимаешь, cuts. You can tell сегодня they у work with, фанатам like, 20 стало cameras or чуть-чуть something. спокойнее жить. It's very Птички nicely done, будут. though. Птички будут. Все, то Yeah, есть very high все quality хорошо. video. And I hope that all of the participants had a lot Сам of себе fun. места Yeah, не I'm quite нахожу. taking part in. Розовая They all look happy. пантера. Well, these guys Yes! look focused now, but You got them right. We'll see who's the happiest after it's all said and done. They've still got a while to go in their round here. yeah, they do this professional belt handling as well. Very nice. Now Да. that looks smooth, actually. So Ой, сука. definitely gaining a couple of seconds while doing this, I'm sure. Or maybe I was Волков не wrong for the трожь. first. Безумно можно быть первым. Well, Безумно можно через те... У меня уже крыша едет, парни. Yeah, that's good У меня news. просто, блядь, крыша едет от этого. Please don't. Ох. Помните китайскую пытку, которую еще братишка в зеленом слонике пытался проверить в самом начале фильма? Когда сидишь и тебе, блядь, на жаре капает на макушку по капле воды в час или в 15 минут, что-нибудь такое. И типа крышей можно съехать. Если бы я сейчас жил один, я бы сейчас залез на спинку дивана и просто как Епифанц. А в мониторе бы стояли эти самые в позе Пахома такие, голову на грудь положили бы такие. Мне понравился вчера подход Катюши. Она первого фармкона посмотрела, это самое, 5 минут, сказала, неинтересно, вырубила. Вчера геймплей показывали, я говорю, ну так а вы смотрели? Она говорит, не смотрел. Я говорю, правильно человек делает, зараза. Это вообще, это просто, я не знаю, это просто какой-то фейерверк уныния. No tennis balls knocked off so far. Nicely done, but I probably jinxed him. We'll see what happens. He hits the next 5 or something. Так. No, it looks good. I mean, you can tell these guys know how to operate this. Ну, right? как всегда, It сейчас looks отобьем very, very развороточки. Yeah, I think they would need Так, extra воспользуюсь cones немножко не with me троерпшным around, видом, 'cause they но would just all end up просто smashed. Yeah, трудновато. for me, they needed to put these cones way further. Oh, let's see.
What can you win? Там что, Yeah, все Farmcon-2021. гиганты по очереди копать будут? I guess. Наверное. That's what the Не big one знаю. Subscription Не to удивлюсь, Start если Magazine as да. well, maybe? Yeah, it will. Вообще ни капельки не удивлюсь. But I'm not advertising that. Ой, No, да, you знаете, не can- про кос I mean, I маленький just tried to остался. see what, Про него мне вчера what говорили. are the prizes. So, but yeah, there is the Stark magazine out there, of course, and it is big in Germany. Right? I'm not sure you can get it outside of Germany. You can for sure get it in what we call the DACH region, which is Germany, Austria, and Switzerland. Quite sure you can get it everywhere there. Switzerland. But if you are not from one of these Switzerland у них, countries, ясно? you might have a hard time getting Switzerland. it. Uh-oh. Because you might remember, by the way, that yeah, that one. You can stop being slow because it's done. Okay, good. You might remember Stark, by the way. I just realized because the team that is Corteva now. Last year they used to be Burning Gamers by Stark. Я же говорил. Oh, Да Because ладно, Stark had a блин. team. They don't have a Уберем team не this year, про though. кос, ничего That страшного. class structure is nice, by the way. Just saying. Oh, that is nice. Oh, they've got like the camera up on the back of it on a platform. Yeah, that's really cool. Look at that. So many people having fun there in the background. You can see them all smiling. Да, people having fun, это точно, брат, это ты вообще настолько в тютю попал, твою мать. А я знаю, что он просто сидит и издевается. Это издевка была. People having fun, конечно, твою мать. Фана полные штаны, блядь. Yeah, we won't give them many style I'm points. not sure if style points are even a thing here. I guess not. They aren't, but they are for the viewers at home. Just like with Trelleborg, we're looking at now in the FSL. Так. The viewers, they entertain the viewers with the little Так, Trelleborg так. toss, I'll call it. Putting the где-то bales у меня directly тут into the рум upper part of the был. barn by driving the telehandler as fast as Вот possible. он, and рум. using the conveyor belt to stop the momentum and Yeah. chucking the bale straight in the top. Yeah, that's You don't super really nice. get extra points for that, but it excites the You viewers do at with home. the first bale, doesn't though. it? Сука, You know, this чуть-чуть, drive-by гляньте. baling, what we call in Germany, I Мы щас established the так term сделаем. drive-by baling. Where you just, like that. where you just drive by and then throw the bale in. That gives extra points because it gives you extra seconds. Right. I've tried this, by the way. I've actually been playing the Farming Simulator League arena during the scrimmage streams the last couple of weeks. I took over the English language one for Chalky this past week, and it's not easy. They make it look so smooth, the FSL pros. Yeah. But man, it is quite challenging when you actually try. Yeah, but so yeah, I can give you some German terms. So we have drive-by baling, and then that throwing is the Trelleborg Ё-моё. toss. Yeah, see, we've called it the same Yeah. thing. It's obvious. Trelleborg toss. We also had last year we had Grimme gliding. when Вадик, they had the bales здравствуй. glide, Здравствуйте, you know, Илья. across each other. So we always try to do Right. it. So there we go. Yeah, Добрейшего there is a merch вечерочка. box with a cap and everything as well. So Подожди-ка, nice things что to это win. получается? Все, Join in if что you feel like они it. The website хотели might be нам... German though. I don't know. Have a check. А, это все, что So if you don't хотели speak они German, I'm показать? not sure how easy it is to participate, Я but we can totally затрудняюсь try. I'll check it out. ответить, Серег. Might be international as well. Вполне Pretty возможно. super focused. I Вполне like that. возможно. And I don't Блин, think а what you грехи just did was такие good for оставлять не for the хочется. money too. You could hear the scratching. It's like, Вот так хотя бы, да? I didn't pick up on that. I'm glad you did. so Right. What's the time going to be here? You think they've been faster Как than будто со everyone? спутника на I трактор feel like смотрю. they're Ну это about to пока, get это this. пока я хочу he's gotta get out разброс quick. скорректировать. he doesn't know I how don't to know use about the А this. сейчас встанем на навигацию и No. пойдем нормально. I think Krona are принципе, going to вот win оно this by уже. just Well, mere it depends seconds. on the Like the tennis teams are balls, I pretty. guess. Right. I guess those haven't been added in, have they? I don't know. Let's see. So here we go. Valtra, total time 11:31. They hit 4 tennis balls. One bale wasn't exactly where it's supposed to be, and they didn't roll up the. Oh, there are. Да style нам тут points. They немного didn't roll up the забрасывать. belts. 2,5 гектара. Oh, So okay. What do you 11, know? Я только с 31 работы и for сразу Valtra. сюда. Krona, Можно было не 4 торопиться. tennis balls. Тут нифига интересного не происходит. One bale wasn't where it's Вообще. supposed to be, Совсем. and again, Абсолютно. they didn't Ни do на that as грамм well. So просто. 11-12. They were faster though. Okay. Спасибо, Gains Software, за это. Trelleborg, oh, they hit 2 tennis balls. One bale wasn't where it's supposed to be, and of course the belts as well. So 10-59 for Trelleborg. That means
Trelleborg, oh no, they all did that. They all made the belts nice, so they, erased 3 penalty points. That's why Trelleborg has 0 penalty points, Krona has 1, and Voltra has 2, and it's 15 seconds per penalty point. So that means Вы же Krona, хотели just за because they had a птичек penalty узнать. point, because they lost by 13 Узнали и seconds. хватит. Да, да, Wow. совершенно Yeah, верно. They were the but not fastest. the cleanest. No, if they За would've been птичек cleaner, узнал, they чё ж would've тебе been. еще надо, собака? So, yeah, but congratulations to Trelleborg. There we go. They used the bales again. Oh yeah. Trelleborg in real life, Trelleborg in the Farming Simulator League. There we on go. top of the podium. Well, that was fun. What a team. Yeah, what a team. Farming Simulator League Season 3 continues this weekend. Don't miss the live streams, and if you're new to the FSL, check out the website fsl.giants-software.com to learn more about it. The time has come for Лига us to say фарминг goodbye. симулятора. It's been a Сука, pleasure ведь им again to be your совсем Farmcon не host, and I hope стыдно, to see а? many of you in person again Ведь at им же ни на Farmcon-2021 грамм просто next не year. стыдно, зараза, но... In the coming weeks, we will release even more information about Farming Simulator 22 on our website and social media channels before the games launch on November 22nd. And remember, we still have one map to show you, for example. Make sure to follow us across the various social media platforms you use to stay up to date. And just like the last 2 days, you can continue chatting with us on the official Farming Simulator Discord server. Even after the stream ends, we'll be around for a bit longer today to answer your questions. So thank you for watching, stay safe, and let the good times grow. Птички петь будут. В смысле? А чё все заглохло? А, все, парни! Это говно закончилось! Ура, товарищи! О, боже мой, какое же это дерьмо собачье. С удовольствием удаляю источник из ОБС. Я с удовольствием выключаю это дерьмо на браузере. И я с огромным, черт возьми, удовольствием завтра буду писать просто разгромный обосрачный обзор на это дерьмо. Я ожидал, что может быть скучно, но я ни в коем случае даже не предполагал, что может быть до такой степени скучно. О, блядь, у меня слов нету. Ура! Ура! Господи! Giants Software, вы добились того, что зрители на ютубе орут от радости, что это дерьмо закончилось. Ой, ёпер, я даже разбрасыватель не выключил, а? Настолько, блин, много радости. Так, в честь этого мы еще сейчас поиграем некоторое время. Я отойду буквально на минутку.
Так, я снова с вами. Я никуда не делся. Вернее, делся, но уже делся обратно. Или как это сказать, разделся. Не в этом плане. Короче, вы все поняли. Все, мы с вами закончили нашу пшеничку. Вернее, вносить по стерне от пшеницы. Так, ну что, американские партнеры уже все... Чего? Ладно. Так, ну что, я думаю, сегодня в качестве еще одного приемчика, наверное, это мы маленькое поле сейчас внесли селитру, и мы сейчас эту селитру дисканем. Дисканем, это процесс не быстрый. Дисканем мы тогда уже будем прощаться. Но я еще раз говорю, что это процесс очень-очень-очень не быстрый, поэтому не переживайте. Еще посидим некоторое время. Так, сейчас надо будет удобрение сетовать. Как любит говорить жена товарища агронома, сета-самовать. Разгрузить и на селл-поинте высыпать излишки, потому что удобрения у нас валяться и залеживаться не должны, особенно на зиму. А хотя, блин, подождите, а зачем мне... Игорь, привет. А зачем мне сгружать эти удобрения, если мне еще... А вот именно, мне все равно еще закупаться ими, так что, в принципе, нормально. А я на ягодное свинарничек купил. Хорош. Не, я пока только по полям. Да у меня, видишь, у меня пассивных площадей нифига нет. На песке подниматься не хочу, это как-то сильно имбово. Так что... Сейчас докуплю нужную технику. Так, ну вот. Да, ребятки, да, вот это уже трындец какой-то. Я все про фармкон этот. Такого унылого дерьма я не припомню давненько уже. А кто-то еще говорит, что у Ubisoft конференции на E3 скучные были, еще что-то. О, вы Farmcon не видели. Вот где феерия уныния. Вот где бастион скуки. Вот где клондайк тоски. Боже мой. Невероятно снотворное мероприятие. Просто это было настолько скучно. Пипец. Да, небольшой спойлер тем, кто здесь сидит. Все-таки сдается мне, что ролик будет в отрицательном ключе. Куплю свинарник и буду делать колбасу. Кстати, мясокомбинат уже купил. Фига себе, тут даже колбасу делать можно. Да ну ты чё, Серега, это все мы фигней занимаемся. Вот в 22-м фарминге можно будет хлеб печь, кексики печь и делать виноградный сок. Да. Клево, правда? Ну, масло еще можно делать. Ну, короче, это вам здесь вам не тут. Колбаса дело хорошее. Смотря какая колбаса, гусь. Смотря какая колбаса. Так. Значит, сейчас надо будет это разгрузить, рум помыть, почистить, починить, запарковать. И пока что... Месю надо взять, точно. Месю, дискатор и вперед. На баррикады. Блин, опять рифма получилась, нифига себе. Так. У нас уже все зеленое, прям деревья такие. Ну, лето.
Где-то оно и в Африке где-то. У меня хорошая колбаса. Это отсылка. А я не понял, Серег. Что за отсылка такая? Вот эту отсылку я не выкупил. Так, ну что? Сразу... сразу говорю, хотел сказать, сразу в мастерскую. Нифигаски. Сразу мы вот так на разгрузку. Потом в мастерскую. Так. Хопа. Угу. Надеюсь, мододелы это дело так не оставят и сделают в FS22 производство вина в начале как-то... Ну да, иначе как-то не по-нашему. Ну я тебе так скажу, я вообще надеюсь на мододелов. Меня, честно говоря, меня хоть и напугали слова, что конвертов модов не будет, но я еще оставляю шанс, что я это не так понял. Бог его знает, и, честно говоря, прям конвертов, модов не будет. Может быть, я слово conversions не так перевел с английского, хотя как я его еще мог перевести, да, особенно в отношении модов. Они там говорили про разные XML файлы, что-то там еще, типа это так трудно, и бляха-муха, что-то я вообще, честно говоря, аж потерялся в их путанном многословии, ну, по крайней мере, для неанглоязычного человека. Очень интересно, а почему я не могу рум починить? Что, он совсем не испортился? Ну ладно, не испортился, так не испортился. Так. Как обычно, вся надежда на моды. Да, да. Да, собственно, я другого и не ожидал. Как всегда, вся надежда на моды, но видите, с модами будет сложнее. Если на 19-ю фэску они начали конверты лепить сразу же, то здесь уже... Ай, блин, не туда рум потащил. То здесь уже такого великолепия нам не предоставят, такой возможности. Разрабы сказали, что конвертов не будет. Твою мать. Типа игры слишком разные. FS22 слишком новая для модов с 19-шки, а? Как вам такое? Так, это ж завтра... я ж завтра уезжаю. На России 1 светиться в... На России 1 светиться в плохом качестве. В 6 подъем и в бой. Да, Серег, давай. Поезжай, запили, как сказать, дай контента нашему телевидению. То показывать нечего. Так. Ай, колесо соскочило, зараза. Так, да, если конвертов не будет, мы также будем без легендарного рассвета. Да, черт подери. Ну, мне кажется, найдутся энтузиасты, которые... Хотя кто их заново-то будет делать, ё-моё. Ой, да, слушайте, насчет конвертов это что-то...
Блин, я, честно говоря, только вот сейчас начал осознавать всю, скажем так, патовость ситуации. Черт подери, а это ведь действительно звучит очень дерьмово. Ну, кроме шуток, что называется. Ой, блин, привычка. Да будут конверты. Серега, а откуда такая уверенность? Ты думаешь, я неправильно истолковал их или чего? Какие у тебя есть реальные основания считать, что будут конверты? Или ты хочешь сказать, что мододелы все равно извернутся и найдут способ? Ну, в принципе, что тоже, конечно, исключать нельзя. Боль на выдумку хитра, что называется. Найдутся способы по-любому. Ну, Серег, твои слова да богу в уши, конечно. Будем надеяться, конечно же будем. Я тоже там, как сказать, не до конца верю, да, что вот они сказали, не будет конвертов, трындец. Так. Несите себе. Да не знаю, в смысле надоело, Женек. О, так, все, тихо, все, всем молчать. За политоту бан. Мы за политоту с Серегой разговариваем, но только в Дискорд-канале, когда никто не слышит. На публику все, политоты нет. Серега, и все, давай, и ты молчи, и вам, Евгений, все, харе. Так. Так, Надежда. Надежда дохнет последней. Ну, типа того, Гусь, типа того. Будем надеяться, конечно. Так, а я на широкой резине, по-моему, да? Я в стандарт не переобувался. Все, молчим. Вот и хорошо. Сирену включил, да. Че эту сирену, говорю, мигалку. Так. Без конвертов модов эта ферма и до Нового года не доживет. Ну, кстати, да, да. Сейчас будем опять по неудобным огородам разворачиваться. Блин, как я не люблю это. Сейчас обоих нахрен забаню. И тебя, Серега, и тебя, Жень. Начнется сейчас. Я ничего не сказал, а я сказал, а кто не сказал. Так. Так, сейчас приеду на поле и еще на 30 секунд отойду, засажу 100 грамм воды. А то что-то прям пить охота. Мододелы, как пираты, всегда найдут способ. Я очень на это надеюсь, Женя, я очень на это надеюсь. Просто прям... как на Господа Бога надеюсь. Чтобы они нашли способ. Иначе без модов действительно игра загнется. Кроме шуток. Ну как, ну загнуться там в том самом смысле может быть и не загнется, но без модов будет крайне-крайне тяжко.
Так, ну что, начнем, пожалуй. Так, сейчас я дерябну 100 грамм воды и приду. Так, я снова здесь. Ну что, поехали. Огненный. Да ну бог с вами, какой огненный. Обычный, из-под крана. О, сейчас тот непрокос надо под диски пустить, не забыть. Так. Вот он, не прокосик. Сейчас мы его заберем. Хопа, готово. Такие игры... О, господи, такие игры сами располагают к модам. Значит, им быть... Переделать под новую версию лишь дело времени. Нет, понимаешь, в чем дело? Модам-то быть, никто с этим не спорит. Они ж об этом и говорили, что моды-то будут. В общем и целом. Но... конвертов модов не будет. Вот именно конвертов. Привет, как дела? Спасибо, все отлично. Все классно. Надеюсь, у вас так же. Как говорит пилот, стример, которого я смотрю. Я надеюсь, что в вашей жизни все хорошо и замечательно, несмотря на некоторые нюансы нашего времени. Так, включи создание полей. Да блин, забыл я скачать этот мод. А тут его нет. Видишь? Разрешить создание полей нету. Так что... Я бы, да, я понял это самое, о чем ты. Чтобы я поля подровнял. Границы сделал более такими... эстетически приглядными, но, к сожалению, я не скачал этот мод. И все хочу, все собираюсь, и что-то все никак руки не доходят. Да, вот эти зубчики поубирать, конечно. Да, хорошо было бы, но пока такой возможности нет. У тебя же был этот мод. Серег, да он был в этой самой, в сборке, которая была моя, старая. А это ж я качал новую, чтобы играть вот с Дэном, с Даней. А там мы этот... я даже помню, как называется, Cultivator Field Creator. Нету. В этой сборке модов его, к сожалению, нету. Так что это придется докачивать отдельно. Что я, конечно же, сделаю, но не сейчас уже. Северин передает привет. Привет, привет, Северину тоже. Приветище.
Так, и сейчас что мы делаем? Мы включаем. У меня есть пресет. Так, КТП, нет, диски 1. Это у нас в каком направлении? Отлично. Диски 1. Вот и поехали. Сейчас прямо в наглую. Угу. И все, и потихонечку сейчас будем раздисковывать. А вот мне интересно, если я сейчас напрямки поеду. Нет, ладно. Так, ладно, мы сейчас... Так, катаюсь посередине поля без зазрения совести, потому что... Потому что у нас тут пройдут диски везде. И разворотки, собственно, я потом еще раз пройду дискатором. Круг почета сделаю. Поэтому я бессовестно сейчас буду кататься посередине поля. Так. Резина вроде широкая, но я ее и не менял, поэтому... Ну да, вот она широкенькая стоит. Хорошо. Предусмотрительно. Я вот все жду, когда выйдет в серию RSM 1370, чтобы у нас был отечественный вот такой вот трактор с передней и задней навесками, классической формы и тяговооруженной. А то у нас своих таких тракторов и нет, по сути-то. Но МТЗ там есть какой-то, но хотелось бы именно российскую машину. Так. Блин, сложно тут разворачиваться, ё-моё. Еще и рама такая у БДПшки, что... Так. А мы сейчас вот этот вот островок, мы кругами его сейчас расфигачим. Конвертиком, можно сказать. Нет, нельзя сказать конвертиком. Кругами именно. Как будто у нас зацеплен необоротный плуг. Так. Сколько тут еще? Раз, два, две проходки. Ну и нормально. Раз то на то и выходит. Так, после дисков мы здесь идем культиватором. И... Нет, после дисков мы здесь не делаем ничего. Блин, а чё я сейчас-то взялся все это делать? У нас сейчас позднее лето. А, ну хотя в сентябре уже сеется, да. Сейчас мы задисковываем селитру. Потом просто идем и ждем осени. А осенью возвращаемся сюда сначала с КТП нашим.
а потом с СЗТшкой. И засеиваем все это дело озимым ячменем. Потому что по себообороту должна быть свекла, но на свеклу у нас не хватит денег. Вот такие дела. Уже кончился ПроФС? Конечно, уже давно кончилось, и слава богу, и туда им и дорога. Здравствуйте, здравствуйте. Тут все перекрестились, когда оно все кончилось. Настолько это было скучно. Весь чат перезевался. Так, Вадик, смотри, у тебя канал за 3 стрима на 40 зрителей увеличился. Ну, ты уверен, что за 3 стрима? Ну, фиг знает. Да, отлично, отлично. Что, я что, против, что ли? Да в любом случае, конечно, за такой подъем канала спасибо I-Fermer 22 и Гайнсам, и вообще, то есть я ж не спорю, что именно на анонсе 22-й фермы и на новостях о ней мой канал поднялся, прям по сравнению с тем прогрессом, который был, он прям взлетел. Вот, и как только, кстати, начал утихать хайп, и канал мой начал опять проседать, поэтому... Спасибо этим хайп-трейнам, спасибо за то, что я на них успел. Я надеюсь успеть еще на хайп-трейн по поводу фармконов. Вот сейчас краткий обзор сделаю, посмотрим, что он соберет. Тем более ролик мне будет делать интересно. Кстати, а что с подсолнухом на соседнем поле, когда уборка? Да ближе к осени уборка, он еще растет. Несмотря на то, что моделька уже как бы высушенного подсолнуха, ну высохшего, но это же мод сезона. Тут уборка чуть-чуть позже. Поэтому растет, растет, пусть растет. Сейчас я даже, чтобы не быть голословным. Смотрите. Или кукуруза, да, потому что кукуруза тоже не требовательна. Видите, растет еще. Но вот с этого поля мы поднимем много. 6 гектар подсолнечника, 6,5 даже гектар подсолнечника при нашей урожайности и ценах. Зиму мы перезимуем шикардосно. Какая-нибудь новая техника будет. Где? В 22-й ферме или где? Что вы имеете в виду? Новую технику где, вы спрашиваете? Блин, здесь надо было, наверное, на 2 ширины делать, да? Разворотку, потому что уж очень проблематично тут встать на проходку. Так. Так. Блин. О. А что будет, если Farming Simulator 2 что отложится на год? Да ничего. Да, в 22-й. Ну, господи. Ну, обещают что-то новое, но бог его знает. Ну, всегда какую-то технику новую подкидывают. Но что за техника будет, никто особо не говорил. Вот только что закончили дисковку на сегодня. Хорош, Макс, привет. Так, а будет что пощелкать длинными зимними вечерами? Ну да, типа того. То логично, что будет 23. Не очень понял, Серег. Что-то и поле быстро кончается. Ну, нормально, 7-метровый дискатор. Так. Для сада я видел, новая техника будет. Ну, по идее, да, потому что у нас же виноградники будут, и у нас между рядами или на маленьких тракторах ходить, или вообще с каким-нибудь ручным инструментом.
черт его знает. Ну, вообще, конечно, должно быть. Не знаю, ребят, будем смотреть. Что ж еще делать? Так, закон каждого школьника снять хотя бы одно видео по Майнкрафту. Ну, прикольно, конечно. На моем канале, если вы заметили, нет видео по Майнкрафту. Стоит ли объяснять, что это значит? Так. Работу швейцаром у кошек никто не отменял. Секунду. Кошку впустил через окно и снова с вами. Так, что за карта на... Не Федорович случайно? Нет, конечно, это... О, господи, а кто? Подождите. Я правильно? А, Макс. Нет, это ягодная. Это же. Ягодная Нью. Так. Ручной инструмент. Слабо верится. Ну, бог его знает. Так, предположение. Сегодня агроимпорт осмотрел. Это... фейспалмов. Фейспалмов нахватался на это на ближайший месяц. Да, черт подери. Да. Максим знает, Максим умеет. Он же Максим, по-моему, да? Так. По-моему, кого-то это самое надо забанить, по-моему, нет? Кто-то тут про скурим говорит слишком много. Так, нам еще проходочек, наверное, 5 осталось, да, не больше. Открой гуся, напиши, скачай. Google. Гуся, говорю, ё-моё. Это не 22-я ферма. Нет. Я бы, может быть, и не отказался, чтобы это была именно она, но нет, это не 22-я ферма. Здорово, Алмаз, рад тебя видеть. Припозднился ты что-то сегодня, мы уже скоро заканчивать будем. Сейчас полюшка дисканем. Внесли селитру. Сейчас все это смешаем. И на сегодня будем закругляться. Завтра стримить не решусь, наверное, все-таки. Потому что и так 3 стрима подряд тяжеловато каждый вечер. Но завтра в любом случае выйдет видео. Если я успею сделать, то это будет обзор на Farmcon. Если не успею, это будет серия по рассвету. Так что серия по рассвету уже готова, отрендерена и прям ждет своего часа. Поэтому по-любому завтра какое-нибудь видео выйдет. Макс, привет. Здрасте, здрасте. Я ваша тетя. Так. Опа.
Вы еще тут? Да, уже заканчиваем, Санек. Уже сейчас я вот это поле дисками закрою. И все. И на сегодня будем завязывать. Уехал в Ярославль к другу, только приехал. Ездили на место крушения самолета с командой на борту. О, нифига себе. Да, грустное место. Кстати, 22-я... Что? Кстати, в 22 во время дождя техника будет проваливаться в грунт на поле и пробуксовывать. Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то не знаю. Если утверждение, то прикольно. Удачи, пойду спать, а то планерка в 6 утра. Ого, фига себе у вас планерки там. Давай, Макс. Спокойной тебе ночи. Спасибо, что заглянул. Льва выгуливали. Ясно. Офигеть. Саня, у вас еще белые ночи? У вас сейчас, наверное, светло как днем? Или уже нет? Или уже темновато все-таки? Видео есть. Ну, блин, прикольно. Если так, то прикольно. Я только рад. Ай, блин, зараза, греха. Ладно, когда буду круг подсчета делать, заровняю. Уже не так, как днем. Все-таки сейчас в диск кину. Давай. Все-таки уже не очень светло. Так, у нас сейчас какой пресет стоит, не забыть? Диски 1, значит культивация надо будет 2. Ай, не туда поехал. Сейчас развернусь. Так, сегодня практически... Владик сегодня критически задолбался. Если ты про Дискорд, то да, Серег, сегодня тоже, ну его нафиг. Трудновато. Все-таки я вчера сидел вообще просто, я хоть сидел допоздна, но я сидел, молчал, втыкал в монитор, что-то делал. И просто тупо молчание, и все. Кинул светло, но не день. Ясно. В гугле поищите видео. Виталь, да верю на слово, господи, оно мне... Меня это все не так сильно интригует, интересует. Ты сам знаешь, я по части техники... Ну как знаешь, если ты на канале дольше, чем наши стримы по Farmcon, то ты наверняка должен знать, что я не угораю по части техники в фарминг-симуляторе. Я угораю по части агрономии. Поэтому... Так, ну и давайте сделаем так. Мы сейчас пройдем опять круг подсчета. Видите, сколько у нас разворотов. О, сейчас дисками. Опа, отлично. Так, значит, мы сейчас пойдем круг подсчета по всем каемкам, где мы разворачиваем. Хотя, блин, культиватор же еще пойдет здесь в любом случае. Поэтому не будем мы круг подсчета делать. Культивации тогда уже все ровненько сделаем.
Так. Всем пока. Сериальчик и спать. Завтра сутки в саду. Давай, Санек, выходи на связь, если что. В саду посидим. Спокойной ночки тебе. И народ уже подустал, 17 человек осталось, ну и правильно. Ты по РП дискуешь или у тебя мод? В смысле по РП? По РП или мод, что ты имеешь? Ну я по РП, если уже на то пошло. То есть я дисковал как правильно, как должно быть. Вот. А модов у меня никаких нету. Ну что, трактор на базу и спать? Да, да. Сейчас трактор, дискатор керхером пройдем, запаркуем и спать. Покупать 22 будешь? Да, буду. У меня же выхода нету, друзья. Кто-то из вас будет смотреть, кто-то не будет, но мне надо идти в ногу с франшизой, поэтому у меня другого выхода нет. Я бы, может, и хотел бы остаться на 19-шке, потому что 22-я мне, ну, такие оставила чувства, довольно противоречивые. Но мне придется играть в самую последнюю часть. Хочу я этого или не хочу. Так, в десятке в детстве я любил фарминг-симулятор, но сейчас болею по трейн-симулятор. Трейн или трейнз? Что ты имеешь в виду? Потому что их несколько. Я сам ЖД-фан с очень большим стажем, поэтому для меня это не пустые слова. Если трейн-симулятор, вот этот, который раньше назывался Railworks, то он говно. Потому что там нет нашего родного совкового подвижного состава. Если ты про Trains симулятор, то надо качать хорошие сборки, чтобы там были крутые маршруты, сценарии и, самое главное, подвижной состав. Так. Давайте даже глушиться не будем пока. Будем смотреть. Нам нужно посмотреть где-то. Так, диски нам еще в этом сезоне понадобятся, поэтому красить я не буду сейчас. А покрашу я их перед зимой.
Так. Так, ну что, паркуем диски. Одна из самых нудотных операций. Почему-то очень не люблю запарковывать диски. Так. И... Ладно, ребята, пойду я спать. Завтра ранний подъем. До свидули и споки всем. Давай, Серег, до свидули. Спокойной ночи. Так, в Трейн и Трейн сыграл. Хорошо, я понял. Красавчик. Ну вот, ребятки, все. Так. Да, давайте прощаться. Ну вот мы и посмотрели Farmcon, все 3 части. Ждите завтра или видос про это, или серию по рассвету. А пока у меня тоже на этом все. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были. До свидули, до свидули. До свидули, дули.